Что мы знаем о Скандинавии? То, что жизнь в северных странах Европы очень дорогая, а налоги так и щемят в самых неприятных местах. Пусть для специалистов это компенсируется высокими доходами. Страны, построенные по скандинавской модели, как ни странно. Социал-демократия, так называемая. Государство, где все равны, но есть там и те, кто равнее. Бесчисленное количество велосипедов, постоянные осадки, хмурые тучи, историческая архитектура, передающая приветы из позднего средневековья, выдержанный и лаконичный современный стиль новостроя, бюрократия, из-за которой простая аренда квартиры может растянуться на годы проверок, гастрономические изыски. Однако то сейчас. В очень давние времена, много раньше распространения христианства на этих землях и даже раньше походов Лейфа Эриксона к берегам тогда еще не Канады и становления датского права в Центральной Англии, жизнь в Северной Европе шла несколько иным чередом, по крайней мере среди тех, кто активно осваивал новые для скандинавов земли. Германо-скандинавская мифология – очень богатый источник вдохновения. Представление относительно древних жителей Севера о мире было вполне типичным для язычества, даже вполне логичным. Родилась Земля не на пустом месте. Когда-то в холодном Нифельхейме, где поселились богиня мертвых Хель и великаны Йотуны, забил горячий источник, что не могли остановить морозы. Сила была такой, аж лед и вода дошли до Муспельхейма, южного мира огненных гигантов. Произошла скандинавская реакция. Искры смешались со льдом, и появилось первое живое существо по имени Ymir. От него и пошел род человеческий, но тогда существовавшим богам было мало появления людей. 3 брата-акробата, Один, Ве и Вили, взяли да и расчленили Ymira. Плоть стала сушей, кровь реками и морями, кости и зубы горами, мозг стал облаками, волосы лесом. А чтобы это великолепие не развалилось, боги, именуемые асами, растянули череп Ymira, создав небо, а по углам поставили по карлику, они же гномы, они же дверги, дабы те держали небосвод над головами простых смертных в созданном Мидгарде, одном из 9 миров. Думаю, настрой примерно ясен. Он не самый жизнерадостный и для рассказов на ночь детишкам мало подходит. Мифы и легенды пронизаны жестокостью, а сама вселенная полна внутрисемейных интриг и предательств. Равно как и многие другие верования. С той же греческой мифологией очень много пересечений концептуальных, если можно так выразиться. Если же греческие боги представляются нам такими политиканами, восседающими в роскошных дворцах и планирующими козырные многоочковочки, то скандинавские божества – воплощение воинов и порой монстров, для которых битва – очень действенный метод решения многих проблем. Таков и будет финал – Рагнарёк, когда в пьяной драке схлестнутся свет и тьма, а победителем выйдет никто. Цикл закончится с последующим перерождением мира. К чему это вступление? По традиции, как говорят в народе, я не ебу. Важно понять то, что, невзирая на несколько авторитетных источников и целых 2 вечера изучения педивикии, трудно что-то однозначно утверждать и трактовать мифы прямо так, как это делали викинги 1000 лет назад. На это есть причины. Например, из-за расселения народов. Кто-то уплыл покорять острова, кто-то ушел жить на другое побережье, кто-то был и вовсе ассимилирован. Мифология стала расслаиваться. К ней постепенно приплетались элементы из других верований и местных легенд. Те же эльфы из культуры кельтов, допустим. Медленная, но верная христианизация, проходившая часто не самым мирным методом, также повлияла на мировоззрение скандинавов. Язычество не выстояло против нерушимых церковных институтов с их строгой иерархией и учениями. Этические догматы, которые близки к нормам современной морали, затмили собой вечный распри древних богов. Те только и делали, что убивали, предавали и срались. Из-за такой раздробленности трудно прийти к единому канону.
Эдды, произведения, где описываются увлекательные приключения асов и неасов, порой противоречат друг другу, а во языцах ходили по устам собственные предания. Представление тогдашних жителей Севера, например, о загробной жизни существенно отличалось от племени к племени. В общем, было только глобальное видение, где многие попадали в армию тьмы зловещий Хель, могучие воины в Саванга, в смысле в армию света Вальгаллы, иные становились рабами Тора, а некто перерождался или оставался тусить в многочисленных курганах. Зависит от мировоззрения, как говорил классик того времени Остер Митценгедлерсон. Так вот, этой отчасти раздробленностью многие авторы успешно пользовались, заимствуя что-то для своих вселенных или создавая произведения на основе уже сложившейся мифологии, от околодокументальной до полнейшего фэнтези. Американские боги Нила Геймана, хроники Ярмаланда Юхана Теорина, легенда о Сигурде и Гудрун Толкина и старшего и младшего. Множество книг в той или иной мере касаются легенд и мифов древней Скандинавии. С развитием же фэнтези количество заимствований и смешений существенно возросло. Жанр прямо предрасположен к этому, плюс огромное преимущество кроется в том, что объяснять законы вселенной, да и в целом ее становление, дело хоть и крайне логичное с одной стороны, но вовсе не обязательное, а местами даже лишнее. Миры эти, как правило, автономны, и их природа отходит на второй план, как само собой разумеющееся и дефолтное. Игроделы обращаются к этой мифологии не слишком-то и редко, берут оттуда очень много всего. Не было бы гномов и эльфов в условном Варкрафте, если бы когда-то байки про них не травили в глубинах северных лесов. Но так или иначе, почти все дороги ведут именно в пресловутое фэнтези, если не считать стратегий или РПГ с историческим фоном, где акцент смещен на тактику и завоевание земель от лица северян. С чего все начиналось в мейнстриме? Попробуем найти такие проекты. Одной из самых первых игр, где фигурируют викинги, являлась Рагнарёк 1992 года, она же Вальгалла на системах DOS. Очень олдовый рогалик, но весьма продуманный. Генерируемый мир, разные классы, полная свобода. Если не рассматривать чуть ранее вышедшие текстовые игры, то это в свое время неплохо так раскрутилось. Она была основана полностью на мифах и легендах, пусть и с припиской по мотивам, равно как и чуть-чуть ранее вышедшая Dusk of the Gods, изометрическая RPG, где основной геймплей — это флешбэк перед смертью героя, но тоже был доступен открытый мир для изучения. Проект считается одним из пионеров этой механики. Примерно в это же время вышла Heimdall, очередная экшен-РПГ уже на множестве платформ и позволяющая отыграть не просто бойца, а целого вождя своих ручных берсерков. Это основные представители, вышедшие вдобавок в одно время с разницей в пару лет. Стоит, конечно, отдельно отметить Lost Vikings. И не потому, что сеттинг совпадает, вовсе наоборот. Просто эта головоломка с 3 задорными викингами на инопланетном корабле мне очень нравится. Ее сделали Blizzard, которые чуть позже подарят миру Diablo и Warcraft. Как раз уже тогда набирала обороты фэнтези, где были свои вселенные, и со скандинавской мифологией пересечения были на уровне определенных концептов. Так она там и растворилась, но многие проекты стали культовыми, найдя свою преданную фанбазу. Так вот, и выходили бы раз в пару лет игры в формате «чё-то там с викингами и одинами всякими про каких-то странно разодетых блондинов», если бы не кое-какие ребята в конце 90-х. Конечно, Руна далеко не сказать, что вдохнула вторую жизнь в идею, как это сделал много позже Skyrim, созданный с почти наглой оглядкой на мифы о тамошних богах. Игра вышла уже тогда, когда вовсю создавалась разноплановая фэнтези, и другие миры попросту были интереснее и насыщеннее, нежели те, что пытались не выбиваться за пределы мифологии. Как минимум, проект не дал полностью погибнуть сеттингу. В первой половине нулевых выходило достаточно РПГ и стратегии с древнескандинавской основой. Добил его скорее Too Human, кое-как выперженный в 2008 году, но разрабатываемый аж с 99 года. Благо подоспел Skyrim, а чуть позже десятки иных продуктов с аналогичными вселенными. Куда больше секрет Руны кроется в ее геймплее. Это один из немногих переходных слэшеров, если можно так выразиться, давших почву для развития многих жанров и поджанров.
От hack and slash в современном понимании до многими обожаемых сосаликов. Что уж говорить, если сервера мультиплеера обозреваемой игры продержали аж до 2014 года. Фанаты, интересно, до сих пор их создают и гоняют по сети в попытках как можно глубже насадить друг друга. Таких игр я вспомню немного. Сразу идут на ум Blade of Darkness и Enclave, выпущенные позже на год и 2 соответственно. Именно тогда проекты и стали преображаться. Преображаться примерно так, как делает это данный канал, благодаря зрителям, комментаторам и заядлым лайкерам. Я очень ценю любую активность и крайне благодарен за это. Читая комментарии со словами поддержки или даже видя, как мои видесы подписчик смотрит прямо на работе, я не перестаю удивляться и радоваться тому, что аудитория канала по-настоящему хорошие люди, он им отнюдь не чужды самые лучшие человеческие качества. Ну, в подавляющем большинстве. Таких зрителей трудно найти, рассудительные, открытые и понимающие. Очень доволен, что мое творчество порой помогает забыть о чем-то дурном и отвлечься от плохих мыслей. И еще я бы хотел обратиться к одному давнему зрителю, он поймет, что это про него. Человек поведал о непростой ситуации на домашнем фронте, с которой он пытается справиться. Я хочу пожелать ему терпения преодолеть все трудности, вставшие у него на жизненном пути. Надеюсь, что очень скоро все вернется на круги своя и жизнь заиграет прежними яркими красками. Пусть он помнит, всегда найдутся те, кто подставит плечо и не бросит его один на один с неприятностями. Держись там. К слову, некоторые пишут, что видосы не всегда попадают им на глаза после публикации. Потому, как говорят в этих интернет-краях, не забудь жмякнуть на колокол, дабы увидеть все вовремя. Я знаю, ты хочешь. Просто возьми мои колокольчики в руки, прикоснись к ним лицом. Отдельная благодарность, конечно, спонсорам на Бусти. Red Goose, Дмитрий Рейдж, Лита Атрейдис, Егор Родин, Моргентау 9, Исследователь, Вест Райдер, Шериф Контент, Максап, Старец, Редами, Рома Ёлкин, Слик, Александр Шлапак, Алексис, Юрий Сергеев, Павел Соловьев, Борис Березовский, Шемаринг, Егор Хардников, Визм, Роман Беломестных, Гусыке, Огуи Страйдер, Макгри, Годрей, Пустой, Никита Неон, Михаил Синев, Сергей Нехаев, Вячеслав Номадов, Игорь Фадеев, Untitled Гук, Дамир Гимранов, Васян, Макай и Мура поддержали полтосиком мои начинания. Наблюдатели, коим тоже спасибо, также в курсе некоторых новостей с Бусти. Пользователям 123.123, Андрею Пронину, Роману Беломестных и Вячеславу Номадову огромное, колоссальное, космическое и просто нереальное спасибо за отдельные донаты. Мне очень приятно. В конце концов, просто рад подарить кому-то, в том числе ностальгические эмоции, поведать что-то новое о старом или просто скрасить досуг на ютубе. Любой вид поддержки чисто добровольный. Я ни в коем случае не ставлю условия и уж тем более не требую чего-то. Обстоятельства у всех разные, да и вдруг однажды обзорщик скатится и начнет рекламировать курсы Аяза Шабуддинова. Ролики будут однозначно, как и редкие стримы. Об их анонсе можно узнать и на канале, и в группе ВК. Будет приятно видеть в числе подписантов. Ворованные мемы в предложке тоже. Ссылки я оставлю под роликом. Так вот, идея создать нечто скандинавское и темное родилась еще в студии Raven Software, о которых я когда-нибудь расскажу куда более детальнее, ибо это очень важные пацаны и их деятельность местами весьма показательная. Ребята и без того создавали достаточно мрачные игры в сеттинге фэнтези, например, Shadowcaster, Еретик и Exxon на движке id Software. Собственно, разработчики технологий часто им помогали в продакшене, хотя лицензией владели именно вороны. Сотрудничество было действительно тесным, ведь офисы компании находились на одной улице столицы штата Висконсин, городка Мэдисон. Сам Джон Ромеро продюсировал последние 2 проекта, так что они не могли выйти плохими или посредственными на то время. Многие по сей день вспоминают эти псевдо-трехмерные уровни с теплотой, и вполне заслуженно. Но то выходило тогда, до 97 года. Команда была не прямо маленькой, около 30 человек, но уже в то время не все особо ладили между собой. Денег были вовсе не бразильоны, а работы прибавлялось с каждым новым проектом. Технологии не стояли на месте, и следовало их развивать, активно внедряя в новые игры.
За этим предполагалось в том числе разделение уже сплотившегося коллектива на несколько внутренних подразделений, как позже сообщалось в интервью в газете Capital Times. Исход не прямо оптимистичный, и влияние такой дележки могло быть ужасающим. Успех проектов отчасти кроется и в рабочей атмосфере, как было выяснено в случае с DarkWorks. Постепенно терпение некоторых девелоперов истощилось полностью. Ключевые сотрудники Воронов объявили об уходе. Это были Крис Райнхард, Бен Гоуки, Шейн Гурна, Тед Холстед, Пол МакАртур и Джеймс Самволд. Над названием новой студии в том же городе долго думать не пришлось. На прощание кто-то из Raven прислал ребятам письмо на почту. Типа «Вы не знаете, откуда уходите?» А некто из новой команды сказал, что потеряли в этой ситуации только вороны. Потеряли мешок человеческих голов. То есть Bag of Human Heads. В такой странной игре слов и родилось имя компании – Human Head Studios. Именно тогда уже бывший работодатель начал думать, что что-то они делают не так, раз случилось бегство с почти тонущего корабля. Период был определенно сложный. True story, скажу я вам. Владельцы и директора студии, братья Стив и Брайан Раффелы, начали поиски могущественных покровителей. Так над ними нависла не писька с горы, а сама Activision. Кое-какие успехи не остались незамеченными, а потенциал тут раскрывай хоть каждый месяц. Денег, конечно, много не предложили за это поглощение – $12 миллионов всего. С учетом инфляции сейчас бы сумма была в районе 20 миллионов. Для сравнения, Electronic Arts купили Respawn Entertainment, у которых на счету числилась только дилогия Titanfall, за примерно 350 миллионов в 2017 году. В части источников цифры отличаются. Конечно, нужно иметь в виду масштабы индустрии тогда и сейчас, 20 лет разница, плюс положение ребят было не самым лучшим, но пример имеет место. Вороны очень много привнесли и привносят, злобный Activision, однако это уже совсем другая история. К слову, тогда отношения с отколовшимся куском студии сохранились достаточно теплые. После переезда на другой конец города с населением в 200 тысяч, как бы коварно это ни звучало, новообразованный коллектив почти немедленно взвалил на себя сразу несколько проектов, немного набрав людей для их создания. Изначально, дергая за ниточки старых связей, была попытка скооперироваться с Джоном Ромеро для разработки, вот прикол, сиквела еще не вышедшей игры Daikatana 1, очень в стиле последнего. Планы были далеко идущими, но попытка не засчитана. Human Head предлагали создавать приключения на тогда передовом движке Unreal Engine первого поколения, когда Ромеро упирался в доработанный Quake Engine второго поколения. Дело забуксовало, но первая игра была выпущена в итоге студией Джона, Iron Storm, совместно с издателем Eidos. По слухам, ее бюджет составил около 30 миллионов долларов. Что-что, а Ромеро тот еще многоходовочник, часто находивший возможности там, где их быть в теории не может. Так вот, расставшись с влиятельным девелопером, человеческие головы тоже не стали долго засиживаться и вышли на двух пока не слишком видных издателей. Gathering of Developers, в первую очередь известный нам по Вьетконгу, и Take-Two. Собственно, первые издавали проекты на территории штатов, а вторые объявляли о них на весь мир. Де-факто это был один издатель, так как Take-Two потихоньку выкупали акции Gathering. Как новая студия вообще так быстро достучалась до них? Ну, во-первых, кумовство и связи никто не отменял. Люди везде плюс-минус одинаковые, и им проще работать с теми, кого знают, кто бы что ни говорил. Сооснователь Gathering of Developers, Майк Уилсон, в свое время работал в отделе маркетинга id Software и помогал продвигать в том числе и сторонние Exxon и Еретика от Raven. Даже в Iron Storm к Ромеро заглянул, но не смог ужиться с этим сложным мужичком. Так как от Воронов сбежали, пожалуй, едва ли не самые авторитетные ребята, в ком он был уверен, отказывать в помощи было бы несколько нелогичным. Во-вторых же, в совет директоров Gathering входили в том числе ребята из Epic Games со своим Unreal Engine, к которому так тяготели ручки Human Head. Я думаю, размах примерно понятен, да и действия человека по имени Тим Герритсон, важного курицы из Чикаго, занявшего пост продюсера, пришлись как никогда кстати. Он искал местечко в Висконсине для открытия своего дела и попал в компанию как Бьорн Даллен, метко и крайне вовремя.
В этой паутине половых отношений родилось два проекта. Первый издатель передал от команды Terminal Reality, поручил выдать сиквел «Ведьмы из Блэр». Им занимались новенькие из студии «Человеческих голов», а старички и группка новичков вкладывали силу в руну. Наброски оной появились еще в Raven Software. 15 человек суммарно создавали историю молодого викинга на движке Unreal Engine первого поколения. Эпики и сами были не прочь оценить творение сторонних девелоперов, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Как чуть ранее было отмечено, план зародился в середине 90-х, когда выходили Еретик и Эксон. Первый, кому он пришел в голову, был Тед Холстед, огромный ценитель и, возможно, энжоер произведения сага о Вельсингах, да и в целом скандинавских штук. В эпоху Raven тот жил со своим корешем Шейном Гурна в сельском домике. Мужская любовь, и ничего голубого тут нет. И однажды он выдал, цитата, «Рагнар! Викинг! Мы должны сделать игру о викингах!» И мыслишка показалась пацанам перспективной, а главное очень хьюман-хедовской. Как минимум это называется не спиздить кражу материала, а развитие собственных наработок. А как максимум прекрасная попытка сделать нечто в сеттинге за пределами уже приевшегося фэнтези. Заявление громкое, особенно на фоне забвения Raven Software конца 90-х, но отчасти именно оно стало катализатором ухода опытных сотрудников. Работать на движке эпиков в команде понравилось. В своей не самой продолжительной карьере они часто его использовали, иногда возвращаясь к различным версиям IDTech. Свой первый проект на Unreal, собственно, «Приключения викинга Рагнара», был выпущен с разницей в 2 дня с «Ведьмой из Блэр» с движком Nocturne. Руна пошла в тираж в промежутках с октября 2000 по октябрь 2001 на ПК, включая Windows, Linux и macOS, и на PS2 соответственно. По своему геймплею это слэшер старой школы, чем-то похож на чуть позже разработанную Blade of Darkness. Сеттинг, несомненно, подразумевает прокачку и развитие героя, однако здесь этого нет и даже не задумывалось. Суть кроется в том, что игрок, адаптируясь к врагам и окружению, а также изучая новое находимое оружие, должен самостоятельно совершенствовать собственный стиль игры, оберегая здоровье и жизнь. А последнего тут не так, чтобы и много, да и увечья даже от рядовых врагов дело достаточно обыденное. Отчасти это симуляторы в 5F9, в частности для новичка. Припоминаю, как гонял в руну парнишки из соседнего двора. Я тогда был очень жизнерадостным, даже иногда улыбался и смеялся. Не сказать, что я долго в нее играл, мы постоянно выбирали что-то новое из его богатой библиотеки. Но именно с тех пор улыбаться я начал меньше, а детское шампанское стало спасением. Смерть. Смерть, 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 смерть. Смерть от бомжей, удачно попавших герою топором по голове. Смерть от завалов, смерть от ловушек, смерть от падений при неудачном паркуре, смерть от лавы, гонку с которой нужно выиграть. Смерть тут практически везде. Обо всем по порядку. Главный герой по имени Рагнар – типичный древнескандинавский подросток с хорошей генетикой и синдромом широкой спины. Бородатый, ловкий, сильный, сын ярла вдобавок. Первый парень на деревне, короче. Сюжет крутится отчасти вокруг мести за родное село и односельчан, а если копнуть чуть глубже, протагонисту необходимо остановить Рагнарёк, столкнувшись лицом к лицу как с Одином, так и с Локи, так и с другими интересными персонажами. На его жизненном пути будет множество преград, как физических, так и местами логических. Начну с первых. Большую часть приключения герою предстоит сражаться с врагами разной степени опасности. Так как дорога простилается часто в пещерах и подземельях, тамошние жители будут очень рады полакомиться свежим блондинистым мясом. Самая первая угроза – огромные крабы. Ну, как угроза? Они могут напасть, а могут не напасть. Более мелкие особи иногда игнорируют Рагнара, а те, что побольше, почти всегда пытаются пощипать клешнями нашей бицухи. Первые после получения тумаков иногда укрываются под панцирем, а огромных можно опрокинуть на спину и отсечь им все конечности. Тут этому уделено огромное внимание, потому руки, ноги, головы и даже внутренности порой разлетаются по потолкам и стенам почти при любом контакте.
Пожалуй, самая унизительная смерть для здешних неприятелей — быть забитым собственной отрубленной рукой, но об этом чуть позже. Угроза, что можно избежать, коконы со змеями, высовывающимися на близкой дистанции. Часто можно просто увернуться, чтобы не случился ухват-перехват с последующим падением в бездну, но обезвредить монстрилу тоже никто не запрещает, вполне летально. Враг посерьезнее — тутошние гоблины. Они ни с кем не ладят, и у них есть свой городок с подобием организации и кое-какой культуры. Пацанята не опаснее малолетних дебилов из соседнего подъезда, так как используют примитивные дубины, склепанные на коленке топоры и иногда щиты. Редко встречаются по одному, обычно ходят в стиле а-ля Цхинвал, толпой могут Рагнара и поколотить неплохо. Тактики нет практически, редко пытаются зайти за спину, разве что во время засад. Встречаются много где, чем бесят других неприятелей. У меня они несколько раз тупили, как и некоторые прочие ребята. Просто стояли на месте до первых пиздюк. Интеллект далеко не идеален, однако паттерны поведения проработаны, насколько хватило строчек кода. Следующие — скелеты из царства Хель. Вот тут уже начинается попная боль местами, так как мертвая гарда всегда носит щиты, а из оружия у них имеются мечи, топоры и дубины. Враг не самый живучий, но ведет себя именно как враг. Готов в танце кружиться с героем и просто так волыной не машет. Выжидает, когда протагонист раскроется или нанесет первый удар. Спавнятся порой прямо под задницей, потому бывают сюрпризы. А еще они в царстве Хель могут зазывать подмогу, ударив в гонг, если почувствуют себя уязвимыми. Обезглавить не всегда вариант, вот так прикол. Их союзники — павшие воины в виде драугов-зомби в глубинах обители мертвых и кое-где за ее пределами. Медленные, безоружные, но втащить имеют возможность, причем недурно. Кроме этого, могут рыгнуть. Кроме шуток, будет эффект отравления. Если предыдущих можно побороть достаточно быстро, просто заспамив ударами, то этих тоже можно, правда, не всегда. Есть только два способа быстрой расправы – обезглавливание или поджог. Причем первое работает через раз. Например, в прыжке одного засранца можно сразу в нокдаун отправить, а второй будет подниматься вновь и вновь, пока голова на плечах. Нужно целиться именно туда. Кстати, можно стравить со скелетами. Friendly Fire в руне сплошь и рядом, что логично. Далее викинги-предатели, примкнувшие к армии антагониста. По своей сути от скелетов мало отличаются в плана действий, но дольше сидят в обороне. Способны подловить на ошибки и как уеба. Инвентарь у них куда качественнее, даже можно наткнуться на ребят с полуторными мечами, а щиты у них одни из лучших в игре. Тру, боль, дырка моя задница, дверги или просто гномы. Нет, это не доблестные подземные кузнецы, всеми силами помогающие добрым ребятам. Тут это прогнивший народец, работающий на самого Локи. Фу, бля! Они делают оружие и броню для армии тьмы, хотя это все по прихоти их короля. Тот свернул на дорожку быстрого обогащения и сходить с нее без побоев не собирается. Разработчики решили высраться по полной, продумывая им тактику. Гномы обязаны ведь сами хорошо пользоваться оружием, что они выковывают в подземных кузницах. Крайне логично и прямо как и должно быть. Ненависть к карликам нам известна с незапамятных времен. Легендарный воин Йон Масловсон по прозвищу Фадер целые легенды в народ пустил, и неспроста. Тутошние карланы вооружены едва ли не тяжелее всех. Щиты самые лучшие, оружие самое продвинутое. Огромные молоты и топоры, а кое-кто и с двуручным мечом ходит, держа его в одной руке. Здоровьем отнюдь не обделены и даже в одиночку представляют опасность для храброго молодого викинга. Стоять столбом перед ними, если не смерть, то как минимум отличное отпинывание. Можно и инвалидом стать. Дверги умело используют щит для нападения. Рывками они стопорят главного героя, еще и нанося урон. Да, тут есть не перекаты, но ловкие увороты с отпрыгиванием в сторону. Кривенько, однако часто действенно. Их можно подключить в меню даже. Двойное нажатие на клавишу движения, и игрок быстренько перемещается на метр в сторону. Близ каких-нибудь обрывов есть шанс случайно сорваться, с
стоит действовать аккуратно. Так вот, со щитом тоже можно прыгать, правда эффекта от этого я не заметил. Но от карликов заметил, особенно когда их больше, чем один. А их почти всегда больше, чем один. Более того, в довесок к этому они могут и кулаком врезать, и довольно неплохо швырнуть оружие в протагониста, которое, кстати, можно отбить на лету, часто потом из-за пазухи вынимая новое или подбирая оброненные секиры или дубины павших товарищей. Урон ощутимый, но стоит провернуть какой-нибудь выпад с отрубанием руки или просто разбить щит, как гном становится легкой добычей, несмотря на то, что встречаются и облаченные в тяжелые доспехи дверги. Предпоследний вид гуманоидов – сарки. Ростом с великана, бойцы армии Локи – это зомби, искупавшиеся в его крови. Именно они составляют костяк его боевых отрядов. Сами по себе безлаты оружия не слишком страшны. Уворачиваться от рукопашных атак нетрудно, только прыгает нежить на уровень пятиэтажки, пытаясь подловить со спины. Куда более страшный вид – сарки с вооружением гномов. Могут носить как мечи, так и топоры. 3-4 тычек достаточно, чтобы скорчиться в агонии, но порой хватает и меткого удара по голове для очень быстрой смерти. Можно даже не сразу заметить, как Рагнар рассыпается на части. Впрочем, и на этот прикол есть сюжетный поворот, ведь в облике почти смертного идти на таких гигантов крайне глупо, даже для лучших воинов Вальгаллы. Забегая вперед, протагонист и сам станет сарком, получив все преимущества и недостатки, но об этом потом. Последний человекоподобный враг – редко встречаемые великаны-йотуны, предположительно. Какая игра про викингов без них? Дяди мощные, неповоротливые и отъезжают быстро, если взять что-нибудь тяжелое. Встречаются по одному и трудностей почти не вызывают. В конце концов, их даже трогать не обязательно. Суть руны – пройти из точки А в точку Б. Истребление врагов, кроме пары боссов, опционально. Есть и враги-животные, достаточно крупные. В царстве мертвых обитает какая-то адская псина, кусает за зад больно. Закружить такую тварину нетрудно. Попытки отразить страшный кусь успехом не увенчаются. То же касается пещерного существа размером с гараж. Тактика – прыгать и молиться, что хелсбар у нее иссякнет быстрее, пусть монстры не всегда агрессивны по отношению к нашему герою. Не стоит упускать и мини-боссов, полуроботов, собранных в кустарных цехах королевства гномов. Опасный враг, который и подобраться близко не дает, но еще и огнем плюющийся, благо встречается всего несколько раз. А самих немногочисленных боссов я разберу в сюжете. Интересного там не очень много откровенно. А чем же Рагнар будет крошить вставших на пути мести неприятелей? Сюда завезли только холодное оружие 3 видов. 5 мечей, 5 топоров /секир и 5 единиц дробящего оружия. Каждая опасная палка имеет свой уровень. Например, мечи в порядке возрастания этого самого уровня. Обычный меч викинга, романский или же римский меч, полуторный меч викинга и 2 двуручника. Среди иных видов режущих-колющих-дробящих предметов можно отыскать несколько видов булавы, огроменный молот, топорики, от гоблинского до нормального для белых людей, и секиры. Все они отличаются между собой и далеко не только по внешнему виду. Скорость атаки и порой направление движения свои у каждого вида оружия, не говоря уже про эффекты. Мечи хороши для большинства врагов. Оружие колюще-рубящее, и им удобно урабатывать не самых бронированных засранцев. Плюс оно лучше всего подходит для отрубания рук и голов. Важно привыкнуть, ведь поведение тех же романского и скандинавского мечей несколько отличается, пусть они близки между собой. Топоры короче мечей, стоит учитывать. Но они оптимальны для отправки на тот свет негодяев с броней посерьезнее, а булавы и молоты годятся для хорошо защищенных врагов. Дробить кости, мять доспехи и крошить щиты. Конечно, это разделение играет не самую важную роль в геймплее, так как любым оружием можно поколотить хоть гоблина, хоть сарка, но разница при использовании есть в любом случае, отсюда и эффективность. К слову, абсолютно все предметы Рагнар таскает на себе. Каждый вид забит на определенную кнопку, при повторном нажатии оной сменится и инвентарь. Видов атак не прямо много, отличаются в зависимости от оружия.
Компенсируется важно завязкой направления ударов на перемещении. Пятясь в стороны, есть возможность рассчитать верный угол для нанесения увечий. Имбовый удар булавой, допустим, получается при движении вперед, и если заходить под правую руку неприятеля. Выйдет так, что удар будет направлен рядом со щитом прямо в тело, а много взмахов при этом не потребуется. В дополнение, повторный удар по тому же месту, где уже образовалась рана, нанесет вреда существенно больше. Еще один вариант – удар в прыжке, направленный в голову. Рабочая штука, чтобы как минимум ошеломить цель, если та защищена, или как максимум снести голову с плеч. Медлить в бою никак нельзя, все идет на динамике. Обратная сила тут равна нашей, потому промедление – верный способ получить гамовер. Это как раз является одним из дельных советов от самих разрабов. С релизом игры они запарились и выпустили подробное руководство. Там и можно найти подсказки для лучшей адаптации. Но и это не все. Игра ведь называется «Руна», так что где-то тут должна быть щепотка другая магии. Ее есть у меня. Подбирая часто очень хорошо укрытые рунные камни, можно накопить ульту. Палки, резалки, дробилки преобразятся при активации особого режима, как только накопится эффект. Сами камни делятся на оружейные, пополняющие здоровье, в том числе его максимальный уровень, и активирующие режим ярости, о котором попозже. Держа в руках самый обычный викинговский меч, можно узреть эффект вероломной кражи жизни у абсолютно любых подонков. Система тут классическая, что раскрою чуть потом, но учитывая частый дефицит хилочек, можно неплохо так разжиться хелспоинтами. Романский меч способен поджечь сраки врагам, они даже не потухнут. Булавой можно так мощно колотить по земле, аж все монстры улетят на несколько метров. Секирой получится и очень хорошо замораживать угрозы. Полуторный меч и вовсе может при ранении обращать злодеев в союзники. Все я не успел испытать, так как уровень накопленных рун для каждого орудия разный. Базовому мечу хватает совсем маленькой руны для зарядки, когда оружию двергов необходима почти полная шкала. Благо попадаются камни побольше, прибавляющие несколько делений. Конечно, это все выглядит круто, ровно до тех пор, пока Рагнару не придется встретиться лицом с острым лезвием атакующего. Блок оружием не поставить, потому на выручку спешат щиты. Их тоже 5 видов. От простого деревянного викингского до тяжеленного металлического двергского. Обороняться можно, пока щит не развалится прямо в руках, что работает и по ту сторону баррикад, или просто не будет выбит, у чего тоже есть обратная сила. Если противник вышел раз на раз, имея при себе булаву или двуручник, на щите можно ставить крест. Полоска прочности улетит быстрее, чем игрок успеет вспомнить всю родню этого воина, и как часто тот в кино его мать водил. Равно как и наоборот. Если можно не разбить щит, то как минимум выбить его из рук. Кстати, с оружием это тоже иногда работает. Враг в ужасе начнет кружить по арене в поисках нового, если ситуация позволяет. Подобрать качественный щит после драки трудно. Все они так или иначе будут повреждены. Это тот еще расходник, как и в нашей реальности. Не очень логично то, что протагонист всегда подбирает наиболее пригодное по состоянию орудия обороны, даже если предстоит поменять более стойкий металлический на условный деревянный. Не со всем оружием можно юзать щит. Как очевидно, с двуручными палками это не прокатит. Со штуками 4 и 5 уровней предстоит рассчитывать на удачу и ловкость ног, но и там плюсов масса. Взять хотя бы убийственную мощь, что и скорость атаки компенсирует. Да и метко кинуть во врага любой вид пушек не представляется невозможным. Урон будет не космическим, однако есть шанс ошеломления. Чем хвастались разрабы, проработка ряда материалов. Меч или топор воткнутся в деревянную поверхность при броске, если угодят туда лезвием. Мелочь, а приятная, да и раскрывает отчасти потенциал Unreal. Кроме вооружения есть и иные вещицы. Очень важное – факелы. У нас темное фэнтези, причем темное в прямом смысле. Не такое, как на ЭЛТ-мониторах, но тоже сойдет. Местами без них не пройти вовсе, ибо блуждать в кромешной тьме – удел Эдварда Карнби, а не Рагнара. Кроме шуток, часто без них не обойтись, так что нужно быть готовым бегать по карте и искать палочки-освещалочки.
Как минимум, только какой-нибудь спидранер сможет пройти в кромешной тьме по тоненькой балке разрушенного моста. Оно и неудивительно, как бы здесь и пещеры, и подземные городки, и целое загробное царство. Их нельзя использовать вместе с оружием, но в его качестве иногда позволительно. Ткнуть злобного монстра бывает полезно, пусть и тухнут факелы быстро. Зажечь повторно можно, источников света местами достаточно. Швырнуть тоже не зазорно, ввергнув неприятеля в замешательство. Однако, чем злодей будет шокирован однозначно, пусть это лишь форма речи, так это ударом отрубленной головой или иной конечностью. Конечно, это всего-навсего демонстрация возможностей проекта по большому счету. По сюжету нет преград, преодолеваемых при помощи тех же голов. Но вещь очень приятная, а местами ржечная. Без той же руки условный гоблин будет панически убегать в попытках спрятаться, так как драться без нее немножечко трудно хотя бы морально. После череды смачных пинков по собственной физиономии может привстать и вопрос о лечении. Да, заюзать руну на базовом мече и можно отнять заветное здоровье у чужаков, но и враги есть не везде, да и порой энергии маловато. На помощь придут лечилки, разбросанные на уровнях. То могут быть фрукты на немногочисленных ветках растений, мед в локациях, где обитают люди, бараньи ноги, кровь Локи для героя в обличии Сарка. Однако самый часто встречаемый вид аптечек, как бы странно это ни звучало, ящерицы, не подозревающие о своей судьбе. Бытует легенда о том, как обычный шведский парнишка из глухой деревни предотвратил поход ящеров на древних русов. Им был Рагнар, пожиравший десяток за десятком предков будущих завоевателей Руси. Держась за карманы своей жизни, тот яростно захавывал целые гнезда, оставляя на их месте лишь скелетики, непригодные для переваривания почти детским организмом. И это объяснено по сюжету. Действительно, в жизни бойцов бывают и трудные моменты, когда попросту не остается нормальной пищи. И повезет тому голодному викингу, что сможет найти подобие хамелеона. Это прибавит жизненных сил, недурно так. На футажах наверняка многие заметили внизу маленькую шкалу, что иногда заполняется или тухнет. Это накапливаемая ярость протагониста. Как настоящий скандинавский шкил, при уничтожении отряда врагов можно войти в состояние берсерка. Как по секретным документам, а также по преданиям, Рагнар превратится в машину смерти на определенный отрезок времени. Глаза зальются кровью, аж засветятся, а наносимый урон и скорость взмахов существенно возрастут. Здоровье при этом отниматься не будет. При повреждении пустеть будет именно ярость. Подставляться можно, но лучше не надо. Сильные засранцы смогут быстро прервать настрой. В зависимости от оружия шкала может заполняться несколько быстрее. Чем тяжелее орудие, тем отчаяннее она будет восполняться, что также компенсирует трудности обращения с той же секирой. Существуют и руны на сложных участках. При подборе оных ярость сиюсекундно активируется. Бывает как никогда полезно. Однако не там, где предстоит паркурить по-древнескандинавски. Игра, собственно, далеко не только рубилова направо и налево. Очень многое кроется и в перемещении по достаточно масштабным уровням. Местами геймплей вертикальный, пещеры многоуровневые. По множественным уступам, отвесам, цепям и даже кое-где лианам молодой викинг найдет выход в следующую цепочку коридоров и залов. На самом деле все сделано достаточно плавно, и герой цепляется за любые выступы. Главное – удачно развернуться на высоте. Некоторые игроки могут взобраться даже туда, где им в принципе не место, хотя гибкость движка так или иначе позволяет. Управление приятное и отзывчивое. Камера мягко следует за персонажем, повторяя маршрут даже на незначительных возвышенностях. Есть ощущение инерции. Невзирая на то, что я играл в стимовское переиздание под названием Runa Classic, где якобы чутка исправлен ряд маршрутов, остались места, где задница по швам будет трещать. Напишите, олды, где тут застревали, помимо комнаты с поднимающейся лавой. Интересно почитать. Так вот, эти два вида игры очень даже дополняют друг друга.
Можно и попрыгать по помостам, кое-где даже с ускорением, типа навесов, и поискать секретики, разбивая дряхлое перекрытие там, где только гоблин сможет пролезть со смазкой, и помахаться на мечах с различными последствиями. Динамика сохраняется почти везде. Даже там, где необходимо сбавить обороты и попытаться аккуратно преодолеть джакушки очкушкера. Если не разбиться, соскользнув с очередного уступа, будет и вообще прекрасно. А как там по мультиплееру? Глупо не признать факт, что очень многим такой режим заходит, пусть я вовсе не любитель. В Руне он жив до сих пор. Серверы существуют благодаря игрокам. По большей части там все по классике, дэтматчи и тимплейные драки. Но разрабы зрели в корень и сработали на перспективу. В 2001 году те выпустили Halls of Valhalla. Это полностью мультиплеерное дополнение, помимо карт, добавляющее пару режимов игры. Во-первых, это дуэль. Вещь для эпохи викингов достаточно важная, позволяет решить любой спор. Во-вторых, это аналог захвата флага, только носить необходимо не сами флаги, а отрубленные части поверженных злодеев. Суммарно отрисовали 16 новых скинчиков воинов, включая и вот тогда женские валькирии. Забавно, что одна из девчонок носит имя Рен. Это одна из поклонниц игры, которая очень воодушевила девелоперов после выхода руны и даже помогла в продвижении. Так ее увековечили на полях битв. Также внесли 37 карт для разных режимов. Даже среди поклонников проводили конкурс пользовательских локаций, некоторые из которых по итогу и добавили в игру. Редактор очень гибкий, все сделано для максимального комфорта и удобства. В стимовскую Rune Classic залы Вальгаллы вшиты изначально, кстати. Любовь игроков не угасла как тогда, так и не угасает по сей день, хоть официальные серверы отключили еще в 2014 году. Более того, до недавнего времени проводились турниры, где фанаты и энджойеры со всего мира могли похвастаться своими умениями махать разными острыми палками. Жду истории из компьютерных клубов о проходящих там баталиях в комментах. Вообще, секрет успеха прост. В те годы онлайн состоял в основном из шутеров, то есть Blast 'em Up. Human Head подарили геймерам иной тип сражений, завязанных на контакте и ловкости, открыв новые возможности. Так элементарно, но людям понравилось. Графонистая игра приятная как на тот момент, так и, пожалуй, на сейчас, по крайней мере, если смотреть через призму многих лет. Как-никак игре почти 23 года. Какие-либо графические моды я не накатывал, в стимовской версии уже вшит фикс широкого экрана. Мыла, несомненно, много, а полигонов не очень. Это правится паком текстур, разрешением аж до 4К. Для любителей таких проектов преградой, конечно, графен не станет, ибо окружение достаточно насыщенное, а проработка персонажей и объектов с оглядкой на возраст проекта местами даже радует. Передний план — это, конечно, протагонист, вернее, по большей части его спина. Облик героя самостоятельно изменить невозможно. Периодически по сюжету Рагнар сам меняет свой модный лук. Нарисовали добротно, но никаких штрафов или эффектов не предусмотрели, даже банальной защиты от урона. Начальный легкий доспех, допустим, увешан разными ремешками, имеются наплечники, повязки. Имитация объема с помощью также нарисованных теней и складок работает, тем более, что камеру от героя можно как отдалить, так и войти в режим от первого лица. Правда, рук и даже оружия не будет видно. Так вот, поработали над всеми скинчиками, в том числе и над голым торсом. Что здорово, любые порезы, полученные в сражениях, остаются на персонаже достаточно долго. То же касается и врагов, хотя часто раны отзеркаливаются, но типа глаз не сильно цепляется в пылу боя. На обнаженном теле особенно видны швы на стыках торса и рук. Они проглядываются вообще у любых персонажей, и оправдать в данном случае это можно. Завезли хорошую такую расчлененку, и те же руки отсекаются вообще у всех. Врагов в прямом смысле можно крошить, при ударах от них аж куски плоти отлетать будут, а фатальное добивание часто отлетом конечностей и сопровождается, когда полустены орошаются кровищей. Видов NPC немного, большая часть из них встречается в самом начале. Это наши соплеменники и презентуемые подонки. Стиль очень хорошо выдержан, и наш протагонист не выбивается из толпы своими полигонами.
Кто-то кушал много скандинавской каши, кто-то запивал ее медом. В целом мужики представлены теми еще вояками и борцунами, плечистые и накачанные. В отличие от женщин, их в игре вообще нет, если не считать голос Хель и одно мертвое тело в самом финале. Я представляю, какой шум в игропрессе был бы сейчас. Герой белый, еще и блондин, телосложение отличное, мега спортивное, с очень высокой долей вероятности, натурал. Единственная живая женщина Хель, как бы не самый позитивный персонаж, а главный злодей пытается продать Мидгард коварному Локи, что только за всякое там БДСМ и извращение. База или насрали? Определенно первое. Так вот, стилистика выдержана в духе тогдашних легенд. Чем сильнее враги, тем лучше по ним это видно. Доспехи выглядят не простыми рыцарскими латами, а обмундированием из преисподней с торчащими шипами и рогами. Локи в руне — это не харизматичный Том Хиддлстон, пусть и с хитрой Харей. Согласно мифам, злодей мог менять свою внешность, участвуя в разных заговорах, к которым, кстати, прибегали и асы, например, дабы заполучить молот Тора. Изображает бога обмана и интриг в основном в виде изворотливого проныры, но тут он предстает в образе человека с распоротой грудной клеткой, куда капает яд обвившей его змеи. Близко к преданиям, к слову, когда асы его поймали, не для того, чтобы воспользоваться его ас, и приковали кишками его сына к скале, где как раз была змея, чей яд попадал подонку на лицо периодически. История крайне занимательная, а главное очень скандинавская, но да ладно. Если не текстурами, то разнообразием объектов удивить очень даже смогли. Колюще-режущий инвентарь отличается далеко не только поведением. Все 15 штук плюс 5 щитов разные по габаритам и отдельным элементам оформления. Мечи мечами, допустим, однако один создан где-то на севере, а другой по лору из регионов южнее, отсюда и разница. Интерактивным предметам также нашлось место. В основном это рычаги, отпирающие двери и поднимающие платформы, но окружение часто можно использовать себе во благо, скидывая камни на непроходимые решетки, например, или освобождая от цепи плененного зверя для наведения суеты. Ряд ветхих стен вполне можно разломать, дабы найти секрет или продвинуться по сюжету, а в ящиках на уровнях, если повезет, выйдет отыскать хавчик. Кое-что выступает просто декорацией, которую можно развалить пинками. Спасибо за это никто не скажет, но и не набьют еба. Темнота проекту подыгрывает в том плане, что скрывает большую часть присущих той эпохи пустот и резких стыков, особенно в подземельях и пещерах. Так как это слэшер, места для драк и просто поля для тактических ходов обязаны быть. Узких коридоров немного, чаще попадаются при загадках. Затененные участки с освещением хуже, чем у меня в городе по вечерам, даже атмосферу создают, где под ногами может и пропасть оказаться. Пустота чаще встречается на поверхности при дневном свете. Местность, тем не менее, это подразумевает. Многочисленные долины, окруженные горами и лесами, иногда даже с провалами. Вместо травы и сугробов зеленые и белые текстуры с вкраплениями темных оттенков. Паттерн достаточно частый и хорошо прослеживается, а кое-где остаются следы, это здорово. Уже тогда можно было сыграть в проекты, где травушка-муравушка была как минимум спрайтовой, пусть и местами. Но руна в 2000 году была достаточно требовательной. 32 мегабайта видеопамяти, 128 мегабайт оперативы и процессор с частотой 450 МГц могли обеспечить неплохую картинку. Масштаб открытых локаций здесь впечатляет кое-где, так что решение логичное, ибо так или иначе растительность на пути присутствует, кусты и деревья. Почему-то в моей версии игры они были заправлены вовнутрь порой. Странные дела, конечно, однако, если пройтись рядом и задеть объект, во-первых, растительность на это отреагирует, ветки пошатнутся, а во-вторых, гигантский ствол расправится и еле устремится на метры вверх. Жиза, когда не угадал с размером труханов, и бобик высвобождается, скажу я вам. Главное, чтобы гавкал, когда надо. Но, так вот, общее число локаций внушает уважение, около 40. Разделены они непродолжительными на сегодняшний день загрузками и редкими сценками. Мир тут шовный.
От деревеньки с не очень удачной планировкой до самых темных загробных представлений викингов. Периодически приедается, особенно в начале, при сохранении медленного темпа игры. С непривычки дальше собственного носа что-то трудно разглядеть. Уже упомянутый паркур, когда ловко можно проскакать над лавой, удерживаясь на клетках, разнообразие еще как вносит, да и сами пещеры отличаются. Это могут быть крепость в подземелье, холодное ущелье, где появится шанс прокатиться на мухе, сельское поселение гоблачей с Климами Санычами, а там уже и до родных Чебоксар рукой подать, заснеженных просторов полуострова и вполне обжитых областей местных жителей. Приятные глазу декорации придают картам живости. Лабиринты могут и задницу поломать кое-где, учитывая достаточное количество ответвлений и ходов. Выполнено целостно, а переходы почти всегда плавные, невзирая на немногочисленные кат-сцены. Показаны все приключения Рагнара без каких-либо резких склеек а-ля Уралмаш-монтаж еба. Анимации на продвинутом движке проработали на адекватно высоком уровне. С первых же кадров видно, что персонажи никогда не стоят неподвижно. Своими огромными легкими, объемов с 5-литровый баллон, они вдыхают столько воздуха, сколько лес не воспроизводит за год. Боевые стойки разные, зависит от оружия в руках, а покачивания видны вообще у всех. Так передается в том числе вес палок и щитов. Передвижения реализованы с учетом стрейфа. Во всех 8 направлениях протагонист движется как подобает нормальному человеку. Ноги, да и вся модель реагируют правильно. Лицевые анимации – одно из немногих, к чему можно докопаться, если мыслить объективно. Рты откровенно квадратные, их полость – лишь 2 плоские текстуры, а открываются они очень резко, при этом выражение лица практически не меняется. Только у Рагнара в некоторых моментах присутствует удивление из Старфилда. У пышнобородых ребят растительность на лице переходит в торс без зазрения совести. Однако это минус на сегодняшний день. Сделай кто так сейчас и заплевали бы. А тогда не особо-то и цеплялись. Такая реализация куда лучше ее полного отсутствия. Если учесть, что большая часть игры — это сражение и паркурирование, то воспринимается это мягче. Комбинации атак не завезли, не та эпоха, можно сказать. Или лучше, не то поколение слэшеров. Уже не мальчик, но еще не фимбой-анимешник. Цепочки ударов в то время зарождались. Blade of Darkness вот-вот покажет, как это можно реализовать в жанре игр от третьего лица вкупе с выносливостью. Однако в руне остается довольствоваться простенькими комбо из 2 ударов, стоя на земле, и одним мощным ударом в прыжке. Они идентичны и у врагов. Продвинутый герой, зная, как правильно использовать тот или иной меч, вполне может предвидеть следующую атаку и примерно предугадать поведение злодея, отпрыгнув или не позволив совершить фатальный взмах. Вес оружия, к слову, ощутимый при бросках. Легкие топоры или одноручники протагонист швыряет одной рукой и достаточно далеко. Если же необходимо метнуть огромный молот весом с бывшую, то предстоит напрячься. Анимация передаст всю тяжесть условной дубины, а полет предмета уже не будет впечатляющим. Когда наступает пора похавать, Рагнар подберет объект максимально логично. Либо подняв с пола, либо вытянет руку на уровень груди, либо, если заветный ящер находится высоко, просто возьмет и дотянется. К слову, башкой наш блонди-бой крутит очень часто, и это не просто так. Он реагирует на все интерактивности, будь то враги, еда, рычаги или валяющееся оружие. Как никогда кстати, эта механика приходится в царстве Хель, где темно бывает настолько, хоть шоколадный глаз выколи, ничего не выделяется светом. Это является как плюсом, так и минусом в некоторых случаях. В то время на гей-дизайн смотрели несколько иначе. В ряде игр подбираемые вещи могли быть подсвечены, это логично. Так есть возможность легко определить, с чем мы можем взаимодействовать, а что является лишь декором. Но тогда еще не научились грамотно вести игрока по более крупным объектам, используя тот же свет, как это будет в том же Cold Fear через несколько лет. Логика должна подсказать дальнейшие действия. Если впереди озеро лавы, определенно можно пройти где-то поверху, а если Рагнар вдруг попадает в ловушку, то лучше отыскать под ногами факел и осветить самые мрачные места комнаты в поисках рычага.
Для геймдизайна это скорее недостаток, но если игроку больше 10 лет, он без преград найдет выход на дорогу сюжета. Однако единственным исключением являются рыбки на уровнях, где необходимо проплывать под водой. Я не упомянул ранее, но кое-где иных путей, кроме как задержать дыхание, попросту нет. Ввиду того, что свет не достает до дна, светящиеся морские обитатели подскажут верное направление движения. Оно может быть не вполне очевидным. Хоть привычной сейчас физики в игре нет, движок позволяет взаимодействовать с предметами на кое-каком базовом уровне. Помним, что это первое поколение Unreal, которое было и остается очень перспективным. Головы, руки, куски плоти отлетают достаточно эффектно в уже полноценном 3D. Вес есть у всех объектов. Конечно, где-то его не достает, порой враги ощущаются куклами, но как много мы знаем о весе усохших зомби. Фишка для игрока — это эффекты. Гала — это то, чего не видели простые смертные по ту сторону LT-мониторов до технологий эпиков. Разрабы хорошо научились управляться с движком. На воде виднеются отражения, в ней могут быть свои источники света. Лава — не просто текстура, а вполне себе жидкость. Огонь, пусть и спрайтовый, похож даже не на зажигалку Зиппо, а скорее на зипулю. Однако это не бросается в глаза, пожарищ особо нет, но можно на время поджечь растительность. Брызги крови из отсеченных конечностей могут поверхности заляпать. При обрушениях конструкции пыль вздымается чуть ли не выше человеческого роста. Если окунуться чуть глубже, куда я нырну в дальнейших обзорах, девелоперы с, можно сказать, предшественником рейтрейсинга, а именно с рейкастом, научились работать еще в Raven Software. Оттого свет такой мягкий и его примерно столько, сколько в проектах 90-х. Да, материалы друг от друга не отличаются, разве что вода с ее процедурной физикой и небольшими расходящимися волнами выделяется и очень радует. Однако там, где нужно, свет от огней факелов лежит ровно и не выбивается. Он гладко огибает все вставшие на пути предметы, оставляя тени на недосягаемых углах. Skybox — еще одна особенность Unreal. До него небеса рисовали просто в верхней части карты, как текстуру. У них была граница. Иногда, правда, облака генерировались, как в продвинутом Quake 3 на движке EDTEC третьего поколения, но принцип эпиков был прорывным. По сей день эти скайбоксы есть практически везде. Тут небо выполнено на момент выхода качественно. В высоком разрешении, конечно, крошится, и кое-где есть швы, пусть это и не виднеется часто. Электричество тоже не обошло стороной проект. Есть всего пара сцен с этим эффектом, потому выполнили его как выполнили. Сегодня глаз режет, молнии выглядят вполне осязаемыми. Понять, что это именно электричество и его лучше избегать, очень даже легко. Так что цель выполнена, можно сказать. Саунд на сегодняшний день достаточно противоречиво вливается в уши и шугает орган слуха весьма скачущим качеством. Это объяснимо. Ради умещения на стандартный CD-диск объемом до 800 мегабайт нужно было где-то ужиматься, так как выпуск на нескольких носителях стоил больших денег. Ровно по этой причине в ряде проектов до середины нулевых, да в той же San Andreas, выпущенный уже на DVDR, звук кажется словно из сраки периодически. Битрейт ниже, чем в мелодиях, что мы любили передавать по экпорту во дворе. Так вот, невзирая на это, звукари сделали все возможное, чтобы насытить игроков как минимум очень аутентичным саундом. Музыка, если и есть, то едва слышная. Где-то, вероятно, это баг, так как один раз при сражении с боссом я получил пизд, загрузился и боевой трек звучать перестал. Иных же композиций в достатке. Играют они в напряженных сценах. Акцент сделан на звуках окружения, отчего приключение затягивает в мир игры еще глубже. Отчетливо слышен каждый шаг, что Рагнара, что его врагов, и неважно сколько у них ног. Трава это, камни или снег, разница ощутимая. В зависимости от, можно сказать, калибра холодного оружия, взмахи могут быть как молниеносными с присущим свистящим звуком, либо существенно более тяжелыми с низким едва ли не гулом. Попадания палкой по разным поверхностям также разные. Так как мир живет своей жизнью, нигде не бывает абсолютной тишины. В отдаленных уголках пещер может трещать мясо на костре гоблинов, над головой дрожат еще не съеденные ящеры, в
подземельях Хель перекрикивают кипение лавы пленники, на поверхности бушуют ветры. С другой стороны, звуковые эффекты повторяются с объектами, где они должны быть в принципе разными. Например, с одинаковым звуком Рагнар кушает фрукты и ящериц. Сэмпл крика при получении урона у героя один, по одному их и у врагов. Кое-где это точно такие же звуки, только ниже по тембру. Кроме человеческой речи, можно услышать и язык гномский. Там вообще не стали заморачиваться, и на все предложения всего 2 или 3 дорожки. Объективно попахивает халтурой, но держим в голове масштаб здешнего мира и ограничение места на дисках в бородатые, как викинги, времена. В России издательством занималась Бука официально. Локализация в руне полная от студии Snowball. Перевели все реплики, а надписей как таковых тут нет, за исключением рун. Качество пожатое, как очевидно, однако актеры, можно сказать, солидные. Простой игрок узнает как минимум голос Джорджа Клуни в России Владимира Вихрова, озвучившего хитрого Локи. Узник, кого ты заточил в недрах мира смертных, скоро прорвется наверх, прямо в чертоге Асгарда и совершит свою страшную месть. Андрея Ярославцева из пролога. Отец богов Один всегда благоволил к людям. Самым преданным из них он доверил камни со знаком своей руны, знаком силы Одина в мире людей Мидгарда. Дмитрия Назарова, а.к.а. шефа в роли Ярла и учителя Ульфа. Конрак, мы сражались бок о бок во многих битвах. Я никогда не думал, что викинг сможет предать свою веру. Дмитрия Хорошевцева, на минуточку диктора парадов Победы, тут это антагонист. Постой, да это же сын Ярла. Как жаль, что ты не утонул вместе с остальными рабами. И Ларисы Гребенщиковой, Хель. От тебя так и воняет духом Одина, воин. Возможно, ты ждешь, что он сможет провести тебя через мое царство. У протагониста в игре диалогов или даже монологов нет. Безмолвные герои всегда круты, как мы знаем. Для вживления в шкуру персонажа это также подходит как прием, хоть никто из них практически не раскрывается. Любителям замудренных твистов это не всегда по нраву, но развитие какое-никакое присутствует. При всем этом великолепии каста реплик немного. Это не драматическая история о становлении воина, а рассказ о мести за близких и о защите мира от наступающего конца света. В этом и кроется сюжет, сложенный из неизвестных подвигов молодого викинга Рагнара. Голос за кадром посвящает нас в эту темную вселенную на фоне величественных камней с изображением героев и легендарных созданий. С самого детства ребятишкам рассказывают не только сказки, но и мифы о конце света. Когда начнется Рагнарёк, добро и зло схлестнется в яростной битве. Солнце и луна будут поглощены волком Фенриром, асы и великаны будут драться, аж земля задрожит, а победителей, как по канону, не будет. Чтобы избежать такой, не очень приятной участи, уже по здешним правилам Один даровал жителям Мидгарда рунные камни для защиты от злых сил. Артефакты очень важные. Их должны оберегать только лучшие. Те, кто после гибели попадут в Вальгаллу, в список любимчиков Всеотца, и будут сражаться под его эгидой. Вдруг он в этот раз не будет никого предавать. Если же руны разломают, то Рагнарёк неминуем. Локи освободится и сполна отомстит как асам, так и простым людям. Тут же происходит, можно сказать, крещение Рагнара. Из предыстории в руководстве следует, что он доказал свою силу в схватке с одним из лучших и яростных бойцов племени по имени Сигард. Ловко подловил его, получив по руке мечом, и нанес поражение, нокаутировав прямо кулаком на местной арене. Тот, важно сказать, затаил обиду, и еще какую. Так-то не суть, по крайней мере, до скорых событий. Ранее наш герой был простым оруженосцем, помогавшим при обороне от соседей. Однако еще до появления первого пушка под носом в совершенстве обучился обращаться со всем оружием, которое можно было найти в родной Кондопаге. Или по-здешнему в Вотанкельде. Победа над Сигардом не только пошатнула авторитет того дядьки, но и открыла путь юноше в ряды достойных.
Детство кончилось, потому под всеобщее одобрение Рагнар повышается до True Scandinavian Viking. То, что он является сыном Ярла, роли не сыграло, как ни странно. В этот раз без коррупции, впредь аккуратнее. Церемония заканчивается на торжественном взмахе меча во имя Одина. Ради его ас теперь и стоит жить. Деревня неплохо так защищена естественным ландшафтом, отбиваться от нападавших удобно, а ручьи очень подходят для забора воды для пахотных земель. Один из местных в своем огородике, кстати, рекомендует пообщаться с наставником Ульфом, пожилым дядей, обучавшим Рагнара на всем пути тогда еще будущего воина. Он же рассказывает о происшествии. Некий злодей Конрак не то что осквернил рощу богов, а уничтожил ее до основания. Знак недобрый, кто-то посмел идти против Одина. В предыстории это также раскрывается. До деревни успели добежать гонцы с рассказами о викингах в странных доспехах и с невиданными мечами и топорами. Тревога пока далеко, время с батьком побазарить. Он подскажет, как правильно лечиться вне боя. Можно выпить меда, например, разбив, вероятно, покупную кружку из Икеи, ведь дефицита никакого нет, и их не нужно делать вручную в гончарных мастерских. Мать будет довольна, подметая осколки, определенно. Так вот, жахнув литрушку разливного, можно и помахать мечом. Отец обеспокоен тем, что войны могут затронуть и Вотанкельд. Важно всегда быть настороже и в любой момент ожидать нападения, дабы обломать элемент неожиданности неистовым подонкам. Ульф уже ждет нерасторопного героя на арене в общинном доме. Второй залутал по пути все, что смог для нападения и защиты, а дядя и рад сразиться с героем. Дабы парнишка не зазнавался после триумфа буквально часом ранее, можно дать нехилых пиздец. Как бы дед ни старался и каким бы жирным он ни был, Рагнар ловко опрокидывает своего ментора вообще без каких-либо шансов, невзирая на его регалии лучшего воина. Впрочем, это не сильно удивило Ульфа. Ученик превзошел учителя, и отныне ребята на равных. Но вот незадача. Злодей Конрак, оказывается, собирается раскрошить все рунные камни во имя Локи. Он уже выжег со своим войском соседнее поселение, как доложили гонцы. Необходимо выручить союзников и отпинать неприятеля. Это, можно сказать, будет первым настоящим боевым опытом. Все отважные викинги бегут на помощь, оседлав дракар под названием Слейпнир. Так звали коня Одина. Время не ждет. И вот господа бойцы уже направляются вплавь к своим врагам по озеру. В предыстории указываются подробности. Над водой был шторм. Несмотря на это, ветер шел не к берегам, как это обычно бывает, а наоборот, будто затягивал суда в его центр. Даже грести не пришлось. А знаете, где еще можно встретить могучие боевые корабли? Прямо напротив практически. Когда стихия перестает капризничать, в полутьме Ульф замечает дракар с Конраком на борту, о чем докладывает Ярлу. Он тоже с нами воюет плечом к плечу. Рядом со злодеем оказывается и Сигард, уверовавший в рассказы о славе и власти под крылом злого бога. Пацаны в шоке. Никто и подумать не мог о таком предательстве. Попытка не пытка. Вероятно, злодеев можно вразумить и направить на путь Одина. Ярл взывает к здравомыслию. В деревнях все друг друга знают, а уж тем более в тех местах. Викинги некогда сражались вместе на одной стороне, но однажды антагонист предал всех и ушел вершить свою судьбу. Злодей планирует, как рассказали выжившие, уничтожить все рунные камни, и та деревенька стала началом его экспедиции. Так он сломит силы добра и будет правителем Мидгарда. Ульф же обращается к Сигарду, когда-то товарищу. Тот на контакт тоже не идет. Конрак промыл бородачу мозги, и он, выступая в качестве предводителя воинов, грезит о новых возможностях, что дарует ему Локи. Не желая слушать, Ярл прерывает речь предателя и вот-вот собирается с командой отправиться на абордаж вражеской ладьи. Однако подонка не впечатляет отряд в 40 человек на сундук мертвеца. У него есть козырь в рукаве и достаточно мощный. Это ни его бойцы, ни засады, ни уж тем более огненные стрелы или катапульты. Гнида призывает самого Локи, чтобы с его помощью разделаться с защитниками деревни самым жестоким образом. И у него это выходит. С неба на односельчан обрушивается ярость темного бога в виде непрекращающихся молний. Суденышко моментально вспыхивает, как спичка, а вместе с ним и комрады на борту.
Кто-то сгорел заживо, кто-то пытался спастись в воде, а Рагнар с его удивленной гримасой выносит разряд в холодное озеро. Драккар в итоге распадается на щепки, а все, кого мы знали, отправляются глубоко на дно. Герой тоже. Титры. Кроме шуток. Игра душевная, а главное со смыслом. Не все могут понять ее суть, ведь в наше время не так много настоящих холдов осталось. Проект раскрывает то, что антагонисты могут ни перед чем не останавливаться, и хэппи-энд – удел голливудского кинематографа, но не история о противостоянии богов. И на этом данный обзор все, и видео тоже все. Рагнар, пробудись, воин. Твой час еще не пробил. Внезапно сам Один продолжает видеоролик и дает ободряющего пендаля герою, наполняя воздухом его легкие. Действительно, не лучшее время умирать, когда на кон поставлены весь мир и благополучие его обитателей. Предыстория подсказывает, что на месте коллапса образовался водоворот, который нам, конечно, не показали. Но именно таким нехитрым образом обломки вместе с протагонистом унесло куда-то очень далеко. Всплыв на поверхность, Рагнар видит пещеру с останками викингов и местными прожорливыми обитателями. Выхода, тем не менее, здесь нет. Он скрывается под водой. Заполнив легкие колоссального объема, Рагнар ныряет в ледяную воду и пытается отыскать проходы и трещины, ведущие в следующие секции. Светящиеся рыбки, будь то по приказу Всеотца, направляют героя по верному пути, через палубы погибших посудин. Из-за взбаламученных вод все немного начинает рушиться, нужно действовать шустро и лишний раз не щелкать, еба. Насквозь промокший, но живой и почти невредимый, Блонди всплывает на месте разрушенной крепости, что находится в пещере по соседству. Пока врагов практически нет, если игроку больше 8 лет, ведь встречается первая легонькая задачка на внимательность. Проломив стену, можно заполнить башню водой. Похоже, настолько воздух там плотный, аж не позволял всемогущей жидкости просочиться внутрь. Так появляется возможность попасть на нужный уровень этих развалин, если удастся улизнуть от гигантского морского черта. Тут разрабы попали метко. Удильщики водятся в том числе на северо-востоке Атлантики. Средний размер составляет около 1,5 метров. Дело нехитрое, не попасться в глотку подводного хищника. Рагнар без помех проплывает понизу и выныривает внутри строения, дабы забраться повыше и спикировать на руины соседней башни. Было бы слишком легко, не разваливайся тут все на части при малейшем чихе, и если бы чертила успокоился и не пытался откусить сраку протагонисту, а он сможет. Оканчивается все хорошо. Герой лавирует под водой среди обвалившихся блоков и выплывает в коридоры крепости Сигмунда. Кстати, это один из персонажей саги о Вельсунгах, что легла в основу игры, потому дядя был важным. Правда, его предал сам Один, оставив без прикрытия на поле брани, но это другое, вы просто не понимаете. Свой форт Сигмунд обустроил как надо. Продвигаться вперед достаточно удобно, жмякая на рычаги, чтобы открылись не самые очевидные маршруты, вновь ведущие на глубину. Это ненадолго. Где есть вход, там есть и выход, как подсказывает логика. Всплыв в самом дальнем углу, обнаруживается проход в пещеры Скорера. Местечко явно уже долгое время никем не исследовалось. Всюду в своих коконах сидят змеи, поджидающие добычу, а по земле бегают недружелюбные крабы. Остатки цивилизации, облюбованные живностью, ведут все выше и выше. Паркуринг сейчас является весьма важной вещью для прохождения. По руинам можно взбираться только так и никак иначе. И лучше это делать быстро и аккуратно, ведь змеи кусают как минимум неприятно, пробивая легкую одежду. К тому же, если не удалось оттяпать кусок, то можно жертву и потеребить как следует. Конечно же, это не про Рагнара. Боевой парнишка уклоняется от угроз в духе Индианы Джонса и выходит в большой зал, где в центре находится постройка, похожая на древнее святилище. При ближайшем рассмотрении это примерно оказывается правдой. Объявляется сам Один в каноничном облике, которого протагонист явно не ожидал увидеть. И дед пришел сюда не просто так. Он проливает свет на такое чудесное спасение. Действительно, по его хотелке Рагнар еще жив.
Но планы у Одина грандиозные и амбициозные. Герой желает отомстить Конраку за убийство почти всего клана, и возможность такая представится. Всеотец будет нашим верным спутником на пути воздаяния. Только вот прикол. Так как не без помощи Локи водоворот затянул нас глубоко за пределы Мидгарда, искать дорогу домой предстоит примерно тем же способом, пробиваясь через подземные миры с оружием наперевес. Никакого волшебного телепорта нет. Протагонисту необходимо подготовиться ко встрече с обитателями Хельхейма и, вероятно, с самой дочерью Локи. Однако этот опасный путь приведет блондинчика в крепость Торстад, обиталище Конрака, где тот, весь уверенный в себе, сидит и пердит, пока пополняется его армия. Через открытый Одином коридор и начинается движение в сторону предателя. Равно как и начинается Папа-боль. Выбравшись из джакушки с опасными медузоподобными существами, бьющими в водичке по площади электрическими волнами, Рагнар устремляется в очередные пещеры, но уже вполне дикие, хотя по лору это уединенное пристанище братьев Эйтри и Брока, двергов, что выковали Мьёльнир. Вероятно, имеется в виду нечто иное, однако информации мало. И вообще, сейчас здесь живут гоблины. Они вообще не рады каким-либо гостям, лишь завидев заплутавшего путника, бросаются атаковать. Помогает ли это им? Ответ отрицательный. Эти пещеры слишком малы для двух видов гуманоидов. Один из них конкретно получает такой человеческий пиздуман, и постоянно капающий конденсат со скал как бы намекают. Где-то недалеко тут есть какой-то источник тепла, ведь при соприкосновении горячего и холодного воздуха и образуется данное явление. И догадка подтверждается как минимум тем, что из земли в огромных залах бьет тот самый горячий пар. Продвигаясь вдоль подземных рек и лазая по лианам на верхние уровни тутошнего лабиринта, Рагнар не видит иного выхода, как снова нырнуть в неизведанный водоем, где может таиться необъяснимая опасность. И как же повезло, что из нескольких подводных туннелей герой выбрал верный. Он выходит прямо ко входу на земли мертвых, в Хелгринд. Даже Один проснулся и решил поведать протагонисту о здешних порядках. Появление живого человека тут полнейший нонсенс. Моментально станет известно о вторженце из Мидгарда, так что прятаться от Хель как минимум бесполезно. Надрать зад и напинать по яйцам здесь еще как могут. Неупокоенная нежить по приказу тетки будет усердно стараться обезглавить героя или даже столкнуть его в лаву. Несмотря на появление рун, бродить часто предстоит на ощупь. Свет от горящей лавы снизу не достает до замка, куда нужно пробраться по клеткам, опускающимся в раскаленную породу. На подступах и новая угроза возникает. Абрыганы, которых уничтожить можно несколькими способами. Либо скинуть вниз, либо обезглавить. Второе дольше. Ребята из нокаута поднимаются быстро, но способ верный. Так вот, соседствующие с Хельхеймом гоблины не кажутся отныне большой угрозой, пусть мелкие тоже пытаются нагадить нежити. Против тех же скелетов они ничего не могут поделать, в отличие от героя. За главными воротами местные охранники привыкли шмонать всех подряд, потому Рагнар обнажает меч и удаляет оставшийся кальций из скелетонов, а у начальника костяной гарды и вовсе голову похищает. Все очень похоже на тупик. Вокруг много дверей, но все они заперты. Повезло, что с балкона можно прыгнуть на цепь и залезть на верхний уровень. Довольно удобный способ взять в рот потусторонний хуй. Есть и минусы. Во всех комнатах поджидают здешние стражи. Местами их очень много. Терять, кроме собственного здоровья, больше и нечего. Разве что потом мир проломится под натиском Локи. Потому ведомый местью паренек прорывается через залитые огнем проходы, и не те, которые воспламеняются после нескольких быстрых загрузок, и на подвесной гондоле стартует вглубь крепости, где веселья будет много больше. Раскрывается оно прямо на выходе, когда к Рагнару обращается сама Хель. Неудивительно, в ее покое вторгся какой-то смертный с поверхности. Бьет ее слуг и пленников, отпирает замки, цепляется за жизни, кончь одним словом. Пытаясь сломить волю попаданца из Мидгарда, та обещает не заставлять его скучать. Тут же после ее слов из костей собираются когда-то падшие воины, угрозой которые для героя в принципе не становятся. Но атмосфера начинает давить, словно воображение дает сбой. Какие-то крики, множество ложных путей.
Мертвая гарда теперь спавнится будто из каждого угла. Перевести дыхание даже некогда. Только взмахи клинка и хруст костей в этой темноте выдают попытки разума удержаться в бренном теле молодого викинга. Планировку для цитадели злобная богиня выбрала далеко не самую уютную. Вряд ли кто-то из еще живых сможет ее обвинить в этом, кроме, конечно, Рагнара, ищущего пути там, где их может вовсе не быть. В теории в таких постройках должно быть предостаточно потайных путей и запасных выходов. Пробегая через пыточную, куда можно подняться на волшебном лифте, а заодно запытать бедолагу Гоблача, прожарив до костей, перед взором протагониста открывается прекрасный вид на крепость Варгейза. Гость мы там незваный, потому скелеты и драуги и не прочь отточить на теплой туше свои умения, приобретенные в далеком прошлом. Что уже покинуло тухлые тела, так это рассудок. Подловить засранцев в очкушку Хельхушкера очень просто. Так вот, и тут не все так радостно. По традиции половина дверей закрыты и вполне себе не поддаются. Постучать можно только по голове. Рагнару, естественно. Дорога лежит через очень подозрительную платформу. По классике многих игр прямо на голову над самой лавой сыпятся враги, а из-под ног сквозь решетку бьет огонь. Приключения нам обещали, и вот они. Только перемещение не слишком далеко заходит, примерно до половины пути. Дальше нужно паркурировать самостоятельно, жмякая на рычаги в башнях для прокладывания не самых безопасных маршрутов. От воспламенения героя отделяет падение продолжительностью не более секунды, ведь если не справиться с управлением и добавить в штаны веса от вида адской псины, то в армии тьмы будет пополнение в скором времени. Как бы то ни было, и сколько бы палок не летело в колеса, Рагнар выползает в более-менее безопасный проход в скале, скрываясь от обрушения горных пород. Правила игры. Если тебя не пытались нагнуть дольше 10 секунд, то значит, что игра была на паузе. После неудачного падения камня вертикальный уровень превратился в сущий кошмар. Уверен, далеко не каждый мог с первого раза сообразить, как в темной-темной пещере найти правильный затененный выступ и пробраться на безопасную возвышенность. Лава с каждой секундой приближается все ближе к пяткам главного героя. И да, в моей версии руны яркость почему-то прибавлялась только в меню. Прыгать пришлось в неизвестность. Ложные пути, куда заманивают опциональные волшебные артефакты, абсолютно нормальное явление на протяжении большей части игры. И после не менее 20 тщетных попыток допрыгнуть до спасительного камня, кое удавалось только занюхнуть, стало ясно, что, во-первых, Рагнар плохо тренировал ноги, а во-вторых, маршрут неверный. Да, в конце нужно было прыгать с другой стороны, как многим известно. Наконец, воспользовавшись сюжетной цепью и оказавшись в безопасности... отважный и ни разу не тупой протагонист находит путь в Элюднир, убежище Хель. Согласно мифам, туда из Мидгарда попадали те, кто умер от старости, от болезней или был просто казнен. То есть это не всегда были воины. В закутках, куда даже нежить не суется, ожидают свою добычу псины-трупоеды, а огонь под ногами даже 100 метров не позволит пройти без происшествий. В ключевой комнате с важным рычагом так и вовсе можно столкнуться с каруселью зла. При каждом повороте механизма из стен вылезают заточенные внутри скелетоны и драуги. Испытание, достойное лучшего из Вотанкельда. Напинывают в тесноте вполне обидно. Одно неловкое движение, и голова отделяется от тела, как половинки мягкого батончика. Но только разделавшись с угрозами, необходимо пошевелить извилинами и стать участником знаменитой «карусел-карусел на бутылку сел». То есть воспользоваться поворотными створками, чтобы зайти за одну из них и отпереть ворота ловушки. Факел подкинули ровно когда надо, без него просто не обойтись на этом участке. Его, однако, придется оборонить. Над лавовым озерцом Рагнар поднимается по цепи наверх, где находятся гробницы драугов, внутри одной из которых есть неприметный лифт вниз. Благо и тут имеется заныканный освещатель пути. Разглядеть дорогу в пожирающих все вокруг тенях с его помощью очень даже получится. На том конце тоннеля располагается огромный зал. Хель не оставляет попыток поднасрать герою.
Она раздражена неубиваемостью викинга и не приветствует его стремление как-то там выжить. «Фу, воняешь Одином», — заявляет бабка, дополняя свою историю. Она противоречит самой вселенной игры. Хель называет себя смертной. Это опровергнет сам Локи, назвав ее дочерью. Канон все же. И остается только догадываться, в кого превратился злыдень для обрюхачивания великанши Ангрбоды. Так вот, терпеть присутствие блондинчика она более не намерена, и наряду со своими неупокоенными прихвостнями пытается сломить протагониста физическим образом. Ее образ из стены швыряет сферы с автонаведением, опасные для здоровья. От них можно спрятаться за дверьми и другими преградами лестницей выше. Бить ее бесполезно и вообще никак. Так что, уберегая очко, важно отпереть выход из этой комнаты, а затем просто убежать из поля ее атак. Рагнар пока съел недостаточно каши с ящерицами, чтобы крушить богов. Единственный способ скрыться от всевидящего ока хотя бы на время — опустить платформу из-под потолка, дабы с нее, конечно, наебну, спикировать на недоступный балкон и продолжить приключения вглубь обители Хель, подняв ворота, ведущие на выход. Там же гоблины неожиданно балуются с ловушками. Упыри сами тут заперты и подвергаются настоящему буллингу со стороны нежити, как-то выживающей в этих недружелюбных локациях. Впрочем, не только они способны проявить подобие смекалки. Скелеты с драугами вполне могут сами выловить Рагнара, замедлив продвижение по сюжету мести. И это касается не только засад в склепах, но и приспособлений посерьезнее, например, благодаря клетке, удобно перемещаемой по небольшому залу. Туда, естественно, могут их сородичи попасться, что только облегчит расправу над уже однажды умершими. Коридоры с очень примитивным отоплением прямо из полов местами приводят викинга к другому переходу между модулями цитадели. Канатная гондола телепортирует единственного дышащего человека в место, видимо, граничащее с пещерами. Гоблачей тут предостаточно, да и тон игры несколько меняется. Но не стоит забывать о том, что мы находимся на территории злой богини. Ее голос так и преследует Рагнара. Если раньше она насмехалась над ним, то сейчас, когда все планы по поимке провалились, тетка пытается сыграть на чувстве вины. Мертвые якобы атакуют не из-за животной ярости, а из зависти. Живая плоть напоминает им о том, что они давно потеряли. Неизвестно, насколько это правда. Истинно же их бесчисленное количество. Сражения никогда не останавливаются практически. Здесь же, тем не менее, предстоит побегать и местами подумать, отпирая ворота с помощью системы от здешних индейцев. Конечно, это вообще не практично, иметь замок покруче навесного марки «Крепыш», но на случай внезапного вторжения сойдет, ведь искать рычаги предстоит среди захоронений с опасными монстрами, слушая крики из местной пыточной. Кроме всего прочего, здесь действительно есть секция с камерами. Там сидят гоблины, коих можно и выпустить, пытаясь создать напряжение среди охраны. Так вот, раскрошив местный ЧОП с ручными песиками, не без боли пониже спины, Рагнар останавливается в огромных размерах холле с электричеством, бьющим яркими молниями из 3 строений. Выход близко, как можно предположить. И это так на самом деле. Однако усилия придется приложить. И еще какие. Чтобы дернуть важные сюжетные рычаги, нужно сперва в этих 3 пирамидках пропрыгать через джакушки. Риск еще как очевиден. Лезвия разрубают как мертвецов, так и тушу героя. Им без разницы, кто оказался заперт. Лишний шаг — смерть. Эти лезвия внутри могут быть как двойными, так игрок не сможет пропаркурировать мимо них, и одиночными, при этом скорость будет увеличена, а планировка изменится. Скандинавская смекалочка позволит преодолеть любые преграды. Сложность зависит именно от количества пройденных этапов. От достаточно медленного вращения до какого-то пизде. При успешном жмякании, к слову, механизм не отключится, а снаружи армия тьмы так и будет пребывать. Спасибо разрабам за квиксейв. Но лишь отключив питание, машину можно вывести из строя. Удачный бабахин в стену разрушит горную породу и откроется сюжетный лаз, до которого доведет не менее сюжетная подвешенная цепь, предназначенная вряд ли для перемещения. Там зал походит на арену, где под потолком виднеется проекция нашего разбитого дракара. Как ни удивительно, это все проделки коварной Хель.
Подземная владычица так и напрашивается на хорошую трепку, твердя, что, возможно, среди ее скелетов и драугов могут быть наши соплеменники, погибшие при атаке Конрака. Учитывая бэкграунд, на ее словах не стоит заострять внимание. Она сделает все, чтобы Рагнару было как можно тяжелее в любом плане. Помним, что наш Блонди не писюн с каньона Рускеала. Он минует все огненные ловушки, пробираясь наверх. Даже по пути чью-то ногу захавывает. И оказывается, поколотив гоблинов, в обители потерянных, на Гринде. Местечко отнюдь не благополучное и очень похожее на секции крепости, которые мы уже пробегали и не один раз. Механизмы, толпы нежити, лава, ничтожные попытки гоблинов выжить, скрываясь за ветхими стенами. Вертикальное перемещение набирает высокие обороты. До подходящих выступов можно допрыгнуть далеко не самыми очевидными способами, похожими на пользовательскую самодеятельность. Именно так Рагнар добирается до неведомой по здешним меркам технологии, вероятно, построенным двергами для перемещения трупаков лифтом, что охраняют две чехуи-хуи. В комнате управления же и вовсе все становится прекрасно. Оборонять рычаг доверили статуе викинга, что оживает при малейшем соприкосновении с ручкой волшебного триггера. Боец силен и могуч. Годы в таком состоянии ни разу не сказались на его мощи и выдержке. 3-4 удара и можно загружаться. Рефлексов и навыков у протагониста в достатке. Страж падает замертво и, вероятно, когда-нибудь переродится. Гигантский подъемник работает на паровой тяге. Горячий воздух от лавы способен прогреть нишу с водой, чтобы пар и появился. Это случится, собственно, когда открытый резервуар состыкуется с кабиной. Через отряды мертвых и следует докондёхать до туда, шепча молитвы, дабы вся эта система не взорвалась или чтоб нашего викинга не расплющило на старте. Утопив ручку внутри, и стоит проверить работоспособность устройства, отправляясь в место, близкое к поверхности. Так как частоты, видимо, освободились, в волшебную рацию стучится Один. Испытание, можно сказать, пройдено. Из царства Хель удалось выбраться, удержав рассудок в голове и не поддавшись на провокации тетки. Опыт тоже далеко не лишний. Скорейший побег на поверхность со свежим воздухом дед подтверждает. Лифт привозит героев в пещеры под Тирдальскими горами, где скучно тоже не будет. Прямо на выходе уже ждали крабы размером с гараж. А что будет дальше, придется испытать на собственной заднице. Это граница крупного поселения гоблинов. Один из переходных уровней частично затопленный горячей водой, ведь преисподняя прямо под ногами. Жар доносится и досюда. Перемещаясь по платформам и истребляя местное население, Рагнар обращает внимание, что обжечься можно не в каждой луже, гордо именуемой озером. По крайней мере, не на всех ее участках. В чем же тут приколес? Кругом тупики. Конечно же, необходимо провалиться ниже уровня грунта, в подводный тоннель, соединяющий лабиринты пещер. Держим в голове, что это земля гоблинов. Рагнар натыкается прямо в их сети для отлова особо крупных рыбин. За такую дерзость пацанов не грех наказать, просто разрезав мечом хитрую ловушку. А дальше геймплей несколько меняется. Мелкие не такая большая угроза, как те же драуги и скелеты, даже невзирая на количество и ловкость. На этом этапе больше неконтролируемых полетов, в которые можно отправиться, хочется сказать, на энергии пердака, но нет, на паре из гейзера. Не повезет тому, кто не успеет зацепиться за необходимый выступ, или хотя бы попросту не сможет его разглядеть с первого раза. Взмыть придется под самый потолок, откуда открывается вид на подвесные мосты, созданные здешними умельцами с IQ 35, и потоки лавы, утекающие далеко вниз. Местечко обжитое, даже перемещаться вполне безопасно, если смотреть под ноги и не раскачивать и без того шаткие мостики. Но часто оно и на руку, ведь чтобы продвинуться вперед, нужно целиться точно в навесы своим упитанным и сексуальным телом. Высота набирается приличная, смотреть вниз немного страшно. Падение – смерти. И будь-то бы ее боится главный герой. Мастерски, подобно футбольному мячику, он перелетает каньон и приземляется точнёхонько в клетку. Попытки сквозь прутья сломать кабины коварным жителям пещер пусть и засчитываются, однако, будучи одурманенным грибочками из кочек, Рагнар падает в бессознательном состоянии. Планы рушатся на глазах.
Клетка начинает движение в неизвестном направлении по ненадежным деревянным конструкциям под одобрительные возгласы пещерных обитателей. Покинув ущелье Скеркера, названное в честь одного из великанов, и вовсе не ощутив боль в заднем проходе после пробуждения, обстановка проясняется. Рагнара раздели, нет, не ниже пояса, и выставили сражаться на арену на потеху публике. По останкам тутошних героев в яме можно сделать вывод, что кем бы ни был этот зверь, тормозить с ним не надо. Да и монстр не позволит так-то. Голыми руками засранца не взять. Повезло. Среди оторванных рук и других интересных частей тел можно отыскать и оружие, с которым смельчаки пытались справиться с неведомым существом, пойманным невесть где. Уворачиваться от атак долго не пришлось. Шквал рубящих ударов обрушивается на чудище, что ввергает его в бегство. Взмах за взмахом отнимает у врага волю к победе, после чего уродец опрокидывается через прогиб неустрашимым викингом. Драки, к слову, можно было бы и избежать, обрушив часть пещеры со стоящими наверху гоблинами. Месть вышла бы та еще, но до подлецов времени добираться попросту нет. Под горой, где узкие коридоры расширяются до размеров огромной сферы, следуя за рунными камнями над пропастью, случается муха-момент. Беспозвоночная падла скидывает героя с обрыва, на первый взгляд. Возвращаться в ад, ура, не придется. Насекомое подхватывает протагониста и позволяет ему себя оседлать. Руки на стол, руки на стол, руки на стол. Под эпичную боевую музыку с тяжелыми барабанами товарищ Мух проносится с отважным героем через длинные пещерные проходы, минуя гроты с холодной прозрачной водой, лавовые реки и каменные перевалы, где бегают недовольные гоблины, пытаясь сбить новоиспеченного пилота. Пересекаясь с собратьями, крылатый товарищ летит на сквозняк прямо в сторону крепости Торстад. Внезапно, уже почти на выходе, видимо, какой-то йотун слишком громко топнул, и все начинает рушиться. Мух, пытаясь увернуться, гибнет. Траурные мероприятия в целом могут и подождать. Из проема в скале виднеется замок, в котором хозяйничает Конрак. Следует взять руки в ноги и отправиться к нему на рандеву, что подсказывает Один. Место это весьма порочное, плюс там же располагается и армия главного злодея. Путь туда, однако, простым не покажется. Кусок горы продолжает рассыпаться вовнутрь, не оставляя шансов никому, кто каким-то образом оказался в проходах. Тропы, тем не менее, здесь проложены, даже факелы расставили. Вездесущие гоблины одиночество скрасят, без них продвижение было бы слишком скучным. И, видимо, веселились мелкие не только с нами. По пути обнаруживается тело одного из наемников, злодея. Направление выбрано верно, и выход обнаруживается буквально через несколько провалов. Он даже заколочен, чтобы пещерные жители не могли досаждать людям. Без рубахи на морозе бегать комфортно, даже не поддувает. Воины-предатели, как понятно, сразу бросаются атаковать голожопого Рагнара. Конечно, те немного шокированы при виде Шизика, выползшего из скалы. Но чем больше их встречается, тем больше из них кричат наше имя. Возможно, кто-то лично знал сына Ярла, а кто-то по описанию понял, что парнишка при кораблекрушении выжил. В честь такого камбэка пивка за гаражами за мой счет. Так вот, преодолевая глухие закутки гористой местности и ловко избегая падающие камни над обрывом, которых даже чудище пугается, неутомимый викинг встречает сопротивление в предместьях крепости. Уже рукой подать до главных ворот. На месте алтаря темному богу объявляется Один, когда опасности нет поблизости. Он ведает, что в Торстаде силами наемников был отстроен храм Локи. Ему даже жертв приносили из числа людей до последнего верных всеотцу. Месть он поощряет за такие петушиные поступки, потому лучше сразу обнажить меч и вступить в схватку с привратником-великаном, бой с которым дается достаточно просто. Главное – отпрыгивать в нужный момент. Из интересностей, кроме него, тут можно найти охотника, что отлавливал гоблинов и бережно складировал тушки в кучу. Мир, как я упоминал, старается казаться живым, и нигде нет чувства пустоты практически, кроме нескольких эпизодов. Не будем отвлекаться, ведь главный вход закрыт, а пробраться за ворота как-то нужно. Очень предусмотрительно есть запасная дверь, где угроз меньше не становится.
Это помещение склада, судя по всему. Вдобавок, это неплохой вариант для почти тихого доступа в крепость. Неужели месть за отца и половину Вотанкельда вот-вот свершится? Как говорят у нас на районе, отыгрывать гачемученика более нужды нет. Во дворе Торстеда Рагнар подлавливает одного из предателей, пошебуршив в подсобке. Сосочком на морозе долго обветриваться нельзя позволять. С ноги выбив дверь и почти в голос заявив о своем присутствии, начинается продвижение в покое Конрака. Дорогу будет преграждать целая армия, здесь уже почти все в курсе, что парнишка выжил, и единственная вещь, способная его остановить, это голова предателя, отделенная от тела. Тактические приемы, применяемые в пещерах и подземельях, тут плохо работают. Живым людям определенно есть что терять, как минимум здоровье и жизнь. Потому они действуют очень аккуратно и почти не рискуют. В боевом танце способны закружить главного героя настолько, аж невольно голова кругом пойдет. Дистанция при этом сохраняется часто. В разных комнатах, встречающихся в этом уютном горном поселении на узких улочках, помимо еды практически нет ничего достойного внимания. Кроме пары fucking slaves, распятых на полу в наказание за, полагаю, неподчинение. Есть предположение, что с мужиками тут делают всякое, но прямых подтверждений этому нет. И была бы это шуткой, если бы не было не шуткой. В стане врага полноценный раскол, оттого можно часто лицезреть пьяные драки между бойцами. Это раскрывается по мере продвижения. Пацаны просто даже спорят между собой, как слышит протагонист, заворачивая за очередной угол. Кто бы сомневался, что не всем будет понятен гениальный план Конрака. Дележка власти на пороге прихода Локи в Мидгард – вопрос очень скорого времени, и оно наступает уже сейчас. Так вот, огребая отважно проламывая опасные преграды и одолевая охрану в неравных поединках по-цхинвальски, иногда устраивая джакушки с ящиками и запивая триумф Балтикой-девяткой, Рагнар добирается до главного здания форта. Широкие залы украшаются кровью тех, кто посмел идти против Одина, дабы нарушить баланс этой хрупкой вселенной. Чем глубже в лес, тем жирнее викинги. Полуторные мечи вкупе с мощными щитами делают из ребят ходячие крепости. Так легко не сокрушить. Тут же герой узнает о местоположении главного антагониста. Он сейчас совещается с вождями в здешней святыне, как говорят его телохранители. Застать врасплох, тем не менее, их не удается. Попытка быстрого спуска на люстре проваливается, а предусмотрительно отошедшие в сторону бандиты тут же обнажают мечи, так и не поняв, что сам батюшка случай уберег их от быстрой смерти. На шум, конечно, сбегается пехота из соседних комнат. Посмотреть, как жидко обосрался вторженец. Впрочем, дышать гнидом остается недолго. Длинным мечом проще тыкать в жизнеспособные органы на телах врагов. Из общинного дома путь ведет через ветхие крыши и чердаки прямо к святилищу. Перед ним распяты во имя Локи то ли бывшие жильцы, то ли неверные помощники. Участь не из приятных в любом случае, но знакомых лиц нет. Так вот, по устоявшейся традиции, основная дверь заперта, чтобы никто не смог побеспокоить злого гения. Благо есть обходной путь через склад, где прихвостни Конрака готовят засаду. Судя по личному обращению, часть викингов героя знают, возможно, очно, как тот же бородач Сигард. Бросив вызов неустрашимому блондинчику, козел в обличии Давакина отпинывается, как последняя пуси. И даже подмога не может отвлечь Рагнара от холодненького пенного напитка, отъезжая после череды метких попаданий. На подходах к священному дому, оборудованном в ущелье, таится много иных опасностей, так или иначе ведущих к Гамоверу. Так, пробираясь через завалы, протагонист неожиданно натыкается на дюжину статуй, похожие в зале славы. Словно ощущая присутствие воина света, каменные исполины волшебным образом срывают свои оковы и приступают к опиздюль защите храма от незваного гостя, ведомого местью. Эти мужики покрепче будут, моментально разбивают щиты, хоть действуют примерно как обычные человеки. Если не тревожить монументы своим омбре, топая возле них, то драка будет много проще проходить. Конечно, их никто не запрещает просто бежать и удрестать в неизвестном для них направлении. Однако, кто знает, как долго те будут преследовать героя.
От расправы над предателем Рагнара отделяют лишь толстые стены храма, куда он проникает после драки с окаменелыми засранцами. Печальная новость кроется в том, что на уши подняли вообще всех здешних бойцов. То есть постепенно вырезать коридоры и поймать ничего не подозревающих Конрака с Сигардом не получится. Каждая крыса в этом здании готова принять бой, и застать врасплох есть возможность только самых нерасторопных пацанов, отняв у них здоровье. Пробегая обмерзшие коридоры и вываливая кишки недругов на холодные полы и часто случайно аннигилируя уже мертвые тела, герой пытается обнаружить новые методы для достижения целей. Помехи с каждой секундой усиливаются, ходы перекрываются. Как вариант, воспользоваться халтурой при строительстве комплекса, то есть найти желанную дырку в перекрытиях, чтобы нырнуть в нее из тупика. И отверстие с человеческий рост находится. Приземление, правда, мягким не назвать. Рагнар обмакивается прямо в кровь Локи, разлитую вокруг его статуи. Для простого смертного это больно. Как помним, это смесь крови и яда, потому появление ожогов – явление очевидное и не самое приятное. Прыжки по балкам, удерживающим выточенные каменные блоки, дают плоды. К такому никто не был готов, пытаясь предсказать наиболее прямолинейные столкновения на земле. Герою удается тайком подслушать беседу Сигарда и Конрака. Бородач явно недоволен наградой за службу. Его команда уничтожила множество рунных камней, а до последнего в нашем Вотанкельде всего-то полдня топать. Но предатели все больше дерутся между собой, так как не понимают, что будет дальше. Да и вопросы в духе «зачем все под корень вырезать» имеют место в строю. Лишь Конрак просвещен в хитрую многоходовочку Локи. Секрет есть секрет, как говорил великий мудрец. Доходяги в конце концов боятся подляны со стороны злого бога, как это неоднократно говорилось в писаниях. Лысая башка, невзирая на вроде бы верность последователей, воспринимает любой выпад в штыки. Банальный вопрос оценивается как отречение от идеи, так что товарищеские отношения между ребятами моментально обрываются. Униженный Сигард тут же сам впадает в ярость. Конрак оскорбил не только его, но и его банду. Однако нанести решающий удар Бородатый не успевает. Ослепленный властью антагонист сообщает, что Локи подарил ему свою личную армию для установления новых порядков в Мидгарде. И с этими новыми засранцами Сигарду с компанией вот-вот предстоит скрестить мечи. Нечисть поднимается из огромной машины, похожей на лифт из преисподней. Вырисовываются силуэты двух огромных дрищей-сарков с оружием, слишком мощным для обычного викинга. Рагнару остается только в ужасе смотреть, как мутанты расправляются с бывшим соплеменником. Без ущерба для себя, конечно, те продолжают сопровождать своего хозяина на платформе, устремляющейся в подземелье. Зловещий хохот Конрака будто поселяется в голове героя, выселяя рассудок в жидком виде в немененные труханы. Нужно скорее применить новую тактику, которой стоит придерживаться. Подонок был как на ладони. Сейчас он вновь скрылся на многие километры в неизвестном направлении. А вот полумертвый Сигард не успел далеко убежать, да и в принципе не смог бы физически без инвалидного кресла. Появление Рагнара было ожидаемым, и в глубине души Бородач молился Одину, чтобы его босс не достиг точки невозвращения. Уничтожение Мидгарда с целью выслужиться перед Локи не нравилось очень многим в качестве плана на много швейцарских часов по шкале Уолтера. Это и вылилось в бесконечные распри. Когда хитрый бог даровал Конраку своих монстров, над миром людей будто тьма нависла. Так как в Вотанкельде более нет достойных ввиду того, что все были потоплены, избавить вселенную от антагониста предстоит именно нашему блондинчику. Раскаявшегося Сигарда всеотец уже вряд ли услышит, да и в его армию на том свете пацанчик не попадет. Но боевой топор воина должен внести вклад в борьбу с чудовищами, вырвавшимися из царства Хель. Его-то и дарит на последнем вдохе бывший комрад по оружию. Так и заканчивается история бойца, которого мы однажды поколотили в деревне перед посвящением. Рыдать будем потом, не все дела еще сделаны и не все головы отсечены от тел. В лифт уже не попасть, однако это не повод завершать приключения. Альтернативные маршруты никто не отменял. Тут можно протиснуться в запрятанные скальные проходы и выйти к истине. Ровно так и поступает протагонист.
Найдя дорогу через полуразрушенные коридоры в каньон, где еще остались куски древних строений, герой устремляется в пещеры, пробегая над бездонной пропастью по деревянному подвесному мостику. Конечно, местные жители, великаны и шерстяные твари, к слову, враждующие между собой, компании не рады, мягко говоря. Колотить их или убежать на совести игрока. Практически ни одно задание не состоит в зачистке местности, но обезопасить себя очень по-древнескандинавски, ведь далее ожидает этап, требующий концентрации. С уступа на уступ прыгать на 30 метров как-то слишком самоотверженно. Полет вниз будет куда большим по расстоянию. Так что важно обратить внимание на ветер, выбивающийся через трещины в горах. Видимо, настолько далеко забрел Рагнар на север или на запад полуострова. Войдя в поток, воздух перенесет героя прямо в нужную точку. Шум и разносимые частицы снега и льда подскажут, когда лучше подождать, а когда самое время рискнуть и сигануть с относительно безопасной поверхности туда, где и хитрый голодный гоблач может сидеть. Кстати, о них. В расщелине, куда ведет сюжетный путь, находится небольшое логово маленьких гопников. Топор Сигарда действительно штука серьезная. Банда засранцев рассыпается на ломтики у костра, где, уверен, скоро превратятся в угли. Из пещерки есть выход на улицу, ведущий вниз. Там самое время пройтись по заснеженной земле, устраняя жирных монстров, доедающих спутников Конрака. С факелом бродить в метель и лютый колотун не так страшно, пусть и порывы ветра в уши заливаются непрекращающимся гулом. Резня не останавливается даже на самом дне ущелья. Великаны и гоблины, ныкающиеся среди хвойных деревьев, орошают кровью заснеженную растительность, безуспешно пытаясь противостоять юному берсерку. Впереди тупик с водоемом, но Рагнар уже знает, что делать. Наверняка где-то дальше можно всплыть, стоит только рассмотреть отверстие в чистой горной воде. Это правда. Находись эти горы где-то на юге, то практически весь путь предстояло бы плыть. Однако здесь ожидает путешествие по весьма тонкому льду, впрочем, что может выдержать вес великана. Естественно, местами появляются пробоины. Туда можно мастерски спрыгнуть и не получить урон, вовсе не ударившись головой о ледяные края. Всплывать важно не обязательно. Подводный путь соединен с другой важной секцией, где вода уже отступила, образовав полость подо льдом. Вот он уже хрупкий, и если провалиться, течение унесет тушу героя к самому началу. Тем не менее, ближе к концу природа перестанет терпеть присутствие сотрясающего воздух протагониста. Твердая с виду поверхность рассыпается, как хрусталь под огромным камнем, чего проблематично избежать. Но то отчасти и на руку. Из холодного грота Рагнар перемещается в логово особенно большой твари, где очень многие путники встретили смерть в пасти чудовища, о чем говорят десятки обглоданных костей и несколько относительно свежих тел викингов. Героическая музыка тоже подчеркивает важность этого сражения. Испытание же по силам бойцу из Вотанкельда. Невзирая на эту победу, вырисовывается закономерный вопрос после обрушения перехода. А куда идти-то, бля? Подсказку дает сам Один, когда воин останавливается перед бездонной пропастью. Нужно откинуть все сомнения и бесстрашно прыгнуть в неизвестность, надеясь, что по пути не встретится коварно торчащий кусок породы или ветка. Около 10 секунд летел Рагнар, прежде чем приводниться в озере, выходящем на открытую местность. Если сделать подсчет, то это около 500 метров с поправкой на вес. Так вот, в хатке рядом с горой можно перевести дыхание и отдохнуть. И все бы было ничего, только это место смахивает на границу Мидгарда со Свартальфхеймом, землей гномов, что его и населяют. Дверги разгуливают по местности вообще никого не стесняясь, а разграбление гардероба Давакина в лачуге расценивается ими как преступление против личной собственности. Наказание за дерзость – смерть, которое герой обращает против своих агрессоров. Сложность с появлением ловких и шустрых карликов-скуфидонов несколько возрастает. Ребята сильнее и ловче, лучше защищены, используют рывки и могут бросать в свою цель личный инвентарь. Драка даже с одним может заставить попотеть, если не пытаться в тактику. Тем не менее, забить уродов вполне получается у протагониста, и он бежит дальше, на секунду задерживаясь у решетки, преграждающей путь к водяным колесам.
Помешанные на технологиях дверги установили целые плотины для производственных цехов. Упрятали они тут все на уровне. Рычаг, охраняемый карликом, находится за деревьями, а управляет он еще более замаскированным лифтом, что ведет прямо к установкам. Пацанчики вообще все сюжетные кнопки скрыли от любопытных глаз. Ловко они это придумали, так сразу и не поймешь, как тут продвигаться, если не проявить должной внимательности. Наполнение целостное, и ничего из окружения не выдает себя особо. Так вот, весь комплекс состоит из кузнец, скрывающихся за толстыми стенами с редкими прорезями. Кое-где преград и вовсе нет. Кипящая лава служит отличным горном для ковки мечей, что после создания отправляются на вооружение армии тьмы Конрака. Чуть дальше станет известно, как вообще двергов заставили ишачить на антагонистов, но всех причастных к этому грязному делу, даже кузнецов, работающих 3 дня без зарплаты, сын Ярла нейтрализует за сопротивление. Новости о вторжении разносятся по крепости, как запах свежего багета по узким парижским улочкам. Грязно-безволосой обезьяне, как протагониста называют карлики, лучше сжать булки покрепче, потому как, во-первых, в здешних краях знают про обезьян, а во-вторых, для расправы над угрозой выдвигаются подготовленные вояки во всеоружии, и их ровно столько, сколько необходимо для масштабного гэнгбэнга. Даже с руной ярости вынести отряд низкорослых бойцов – тот еще геморрой, который мастерски удаляется массивным мечом. Пропрыгав этот блокпост и зачистив комнаты, пора промочить новый шмот. Впереди огромный ветряк, близ лопасти которого следует быть аккуратным. Такое быстрое вращение пагубно сказывается на целостности тела. Его можно замедлить, перекрыв потоки воздуха, полагаю. 2 створки управляются 2 рычагами, которые жмякнуть никакого труда не составляет. Охраны там почти нет. Так огромный пропеллер существенно замедляется, и это можно использовать себе во благо. По причине того, что путей более нет, ничего не остается, как оседлать лопасть и по узкой кромке пройти в техническое помещение этой станции. Там Рагнар может превратиться в фарш, попав в фэнтезийное подобие передаточного механизма. Страшно представить, как он крутился пару минут назад. Но даже если сейчас протупить хоть секунду, путешествие за местью закончится очень бесславно. Важно проникнуть вниз через люк, где... тоже как бы механизмы, все дела, риск для жизни так просто не уйдет. Проявив максимальную бдительность и получив одобрительный шлепок по попе от Леди Удачи, протагонист пробегает еще ниже и, уложив здешнего инженера, отмечает свой успех грейпфрутовым пивасиком Хугарден. Или что там карлики маслята пьют. Последний шаг – уничтожение этого вала, чтобы провалиться на другую сторону плотины и устремиться по течению к намного более масштабным мастерским, где обитают пацаны посерьезнее. Только выйдя из воды на берег, догадка становится материальной, как и пиздюль. Герой уже успел изучить примерную тактику засранцев. Бои складываются в его пользу. И далеко не только махать топорами и бить молотами необходимо на этой локации. Раньше был паркуринг, а теперь свиминг. Ошибки, тем не менее, тоже могут стать фатальными, если угодить к медузам или когда колесо вдруг затянет героя не туда, куда нужно. Но вот так эффектно есть возможность попасть далее, где начинаются цеха, и разъяренные рабочие отвешивают всем визитерам без пропуска летальных лещей. Вахтовики все же отправляются к своим праотцам, и Рагнар, ломая щиты и кабины, направляется вглубь производственных помещений через открывшуюся вентиляционную шахту. Из отверстий бьет горячий пар, вздымающийся из кузнец. Бежать не оглядываясь, как минимум, небезопасно. Вдобавок, подлые дверги для нашего устранения направили боевые механизмы. Маленькие хрени, изрыгающие огонь из своих железных пастей, а при контакте расправляющие лезвия. Очень неприятная штука, которую проще игнорировать. Втопив ручку рычага, по сложившейся традиции спрятанную, работа водяных колес встает словно вопрош. Сколько десятков или сотен врагов нужно изрубить, чтобы агрессоры поняли свою ничтожность и, наконец, приняли капитуляцию? Ответ – да хуй! К слову, гоблачи и здесь обитают. С карликами потолще и пофиолетовее они явно не дружат и при нападениях могут отвлечь обосранцев от главной цели. Мелкие даже лифт захватывают, за что их можно пощадить.
Так вот, нарушение тонкого технологического баланса без последствий не проходит. Никаких предохранителей нет, потому многовековые труды начинают рушиться, а производственные мощности выходят из-под контроля. За это можно и аналом поплатиться, но как бы не так. Очередное нападение отбивается. И вот беда. Потолки падают на голову, стоит лишь задержаться. Не успел спрятаться, сам виноват. Нужно ли говорить, что теперь о блондинистом герое знают даже местные чиновники? Кстати, мы в логове Нордри, судя по лору. Это один из 4 карланов, поддерживающих небосвод, как указано в легендах. Нордри, как понятно по названию, поддерживает северный край. Есть еще Аустри, восток, Судри, юг и Вестри, запад. У германских языков много общего. Типа не суть так-то, просто интересный факт. Одолев ручных гоблинов, Рагнар натыкается на тюрьму для этих самых гоблинов. Становится ясно, что их держат здесь не просто как неугодных буянов, но и сейчас можно обратить их гнев против пленителей, отперев клетки. Даже легкое ранение парочки двергов сыграет важную роль, добивать проще. За это и жахнуть не грех. Обрушения затрагивают и эту секцию, обходные дороги искать все труднее, и оптимальнее будет просто все расчистить, невзирая на возможные завалы. В следующем зале на подмогу кузнецам отправляют механоида посолиднее. Адская машина вальяжно вываливается из не менее адского лифта, чтобы уничтожить все, что стоит под ногами. На расстоянии он пуляется огненными шарами, а приблизиться он и вовсе не позволяет. Моментально переключается в режим вращения, как его мелкие собратья по цеху. Вопреки предыдущему экспириенсу, гамовер не наступает так быстро, как с обычными джакушечными лезвиями. Постепенно тело робота лишается рабочих конечностей. Без них ему ничего не остается, кроме как развалиться на шестеренки и выпердить остатки скандинавских микросхем красным облаком. Подъемник не активируется, но сбежавший от начальников гоблин подсказывает о наличии другого маршрута. Там действительно мелких заставляют горбатиться, добывая руду для оружия и доспехов. За малейшую провинность – смерть, что демонстрирует тяжело вооруженный надзиратель. Завидев Рагнара, объявляется бунт, Карлики-маслята тут же бросаются в атаку, а гоблины чувствуют свободу, пытаясь месить лица вместо привычной глины. В фарш превращаются, однако, все без разбора. Враждебен тут каждый NPC. После решения элементарной загадки с 2 платформами, где стояли окаменевшие неприятели, открывается важная дверь в полузаброшенную пещеру, где поселились змеи. Паркуринг и поедание будущих завоевателей земель древних русов – единственное, что помогает выжить перед тем, как опустится лифт наверх. Там толпа злодеев так и напрашивается насадиться на меч, но помним про обрушение. Может случиться внеплановой пизде. Следуя по темным коридорам, скрываясь от меха-шибзиков, взор викинга падает на гигантских размеров, предположительно, паровой генератор. Еще работающий, важно отметить. Такое положение вещей Рагнара определенно не устраивает, ведь в эти секунды армия сарков вооружается до зубов. Приводят в движение эту махину пленные гоблины на беговых дорожках. Велосипед был бы куда гуманнее, но для их шустроты сойдет и такой подход. Без пацанов устройство начнет постепенно ломаться, давление повысится, что можно отслеживать с истреблением каждой новой группы. Как итог, генератор стопорится, и из швов начинает бить смертоносный огонь, аж клепки вылетают. Ноги, пока они на месте, в руки, которые тоже еще из нужного места торчат, и на выход, пока помещение не завалило. Вентиляция ведет в уже заброшенный тоннель, явно очень давно пришедший в негодность. От полов остались только провалы, а остатки поверхности висят на кое-как уцелевших опорах. Лучше не задерживаться и нырять в любые отверстия, где может быть хоть чуть-чуть безопаснее. Это ощущение, однако, оказывается ложным. Вероятно, смывшись через канализацию, Рагнар всплывает в резервуаре с чертом-колоедом, соскучившимся по свежему мясу. Голод рыбины можно использовать в свою пользу. Атакует удильщик стремительно, как помним, даже решетки может разбить. Тут же его сила направляется на хлипкую опору каменной пристани, отчего она рушится и отныне нет нужды находиться в воде. Разматывая охранников, герой параллельно открывает ворота шлюза, чтобы пройти дальше. Точнее, метко приземлиться там, где ранее этого нельзя было сделать.
До двергов начинает доходить, что отправлять кузнецов сражаться с безволосой обезьяной – идея не самая прикольная, а главное вообще бессмысленная. С каждой новой комнатой появляется все больше тяжело вооруженных воинов, которых мечом лупить, как ладошкой шлепать по жопе. Да, в итоге засранцы теряют здоровье, но топором будет куда быстрее. А гоблины, оказывается, со временем перестают терпеть и открыто бросаются на своих хозяев в отчаянных попытках освободиться от угнетения. Кое-где устраивают побег, чтобы карланы напряглись и в своих тяжеленных латах побегали, отвлекутся, пусть и не устанут. А в здании по соседству двое бойцов размышляют об армии, которую они снабжают. Те перед статуей отмечают, что не такие воины Локи крутые, слишком тощие для драк, и вряд ли силушкой отличаются от них. Каменный сарк, тем не менее, не оживает после зачистки комнаты, как можно было бы подумать, напрягаться рано. Ну, как рано? Протагонист добирается до цитадели гномов, где местные защитники рвут любого врага на лоскуты, окружая свою цель. Поодиночке тут не ходят. Скрыться от преследователей есть возможность по коммуникациям над ущельем, проникнув предположительно в казармы, где никто просто не успевает оказать сопротивление. Как видно, карликам неплохо так промыли мозги. Они убеждены, что Локи сокрушит Асгард и подарит мелким величие, ведь помощь в обмундировании сарков недооценивать не стоит. Целые легенды ходят о гномьем оружии и доспехах. Именно так они хотят войти в новую историю. Но не эти пацаны с проломленными черепами, над чем потрудился Рагнар. Хоть врагов и тьма, победителем из боя выходит наш блондин. Один же видит, как тяжело приходится сражаться с засранцами. Вот тогда он выручает героя от целого отряда воинов. Просто берет их и сжигает. Да, все это время он мог нам помогать. Видимо, просто не хотел, ибо испытание, силушка викинговская, все дела. Дед выкладывает, что в этом городе появился новый дворец с храмом. Как-то очень быстро и вообще в это не самое простое время. Местный чиновник отстроил его в честь себя любимого. От Локи капнул авансик, и подданные кабанчикам сварганили едва ли не небоскреб. Если царька скинуть с трона, то более коммуникации с силами зла быть не должно. Воспользовавшись обходным путем, ловко вскарабкавшись по выступам главного здания, перед героем предстают элитные вояки в очень тяжелых доспехах. Отступать не намерен никто, ни герой, ни они. Вдобавок опускается мост, ведущий в покое вождя. Пацанов озадачили нашей персоной. Более никаких засад, а честные мужские драки. Хоть и не раз на раз, однако отчаянному протагонисту хватает умения одолеть угрозы. Опьяненный местным пивасиком, он не обращает внимания на один из последних гномьих отрядов. Солдаты оскорбляют попаданца, сравнивая с рожающей волчицей, даже задевают вопросы личной гигиены, а на сцену выходит генерал войск королевства и отдает приказ о скорейшей расправе. Как говорится... А крупные механоиды просто с помощью руны обращаются на светлую сторону. Сражаться с ними не придется. Вот такой выход можно найти. Так вот, из покоев главного дверга слышится бубнёж о его величии. Хрен даже призывает Одина поглазеть, как рассыпятся кости его защитника, ведь их оголить этот условно интересный босс очень даже может. Упырь бьет молниями, сидя в своем убер-костюме. Даже железные преграды разносит на шкварки. Сразу становится понятно, что самое тяжелое оружие, отнятое у его бойцов, умноженное на 3, не сможет хотя бы поцарапать его доспех, подпитываемый электричеством. Здесь нужно проявить смекал-очку и осторожность, хотя попустить подонка труда не составляет. В колоннах, что идут под потолок к источнику энергии, есть своеобразные порталы. В них можно пройти, после чего Рагнар поднимется на уровень выше. Нажав на рычаг, увеличивающий мощность, откроется новый портал, пройдя через который можно будет дернуть за другую ручку. Если войти в уже использованный, то ничего не произойдет, а какой из них пройденный, нужно запоминать. Чем больше телепортов открыто, тем сильнее и чаще бьет злодей. Укрыться не всегда удастся успешно и без урона.
Сделав все по красоте, тем не менее, герой лицезреет, как гномий царь, испытав перегрузку на себе, в конвульсиях и с криками разлетается на шлепки атомов, разносящиеся по цитадели. Так открывается выход в этом же зале, где с пламенными речами ждет Один. Новости плохие, несмотря на волевые победы. Сарки, успевшие вооружиться под командованием Конрака, идут на Вотанкельд за последним рунным камнем. Округа просто выжжена. Если армия достигнет успеха, то у Локи развяжутся руки, и он погрузит мир людей во тьму, начав Рагнарёк. Миссия вырисовывается вполне серьезная, а главное героическая. Когда-то мы гнались за местью, но теперь на кону вообще все. И родные края, и близкие, и мировое равновесие. Пора в путь. Остатки карликов, разбежавшиеся после гибели предводителя, варят на костре чью-то голову. Однако не это важно. Главное, что до родного ПГТ остались считанные километры. Лояльные злому богу дверги до сих пор вставляют палки в колеса, разносят с помощью катапульты мост над пропастью. Это не есть хорошо. Во мгле не так-то легко найти дорогу, особенно когда земля под ногами не всегда встречается. Лишь факел спасает ситуацию. По тоненькой деревяхе, уверен державший пролеты моста, Рагнар перебирается на другую сторону ущелья и наказывает за архитектурный вандализм попущенцев-двергов. Хотелось бы сказать все, осталось до родных краев докандехать. И нет, не все. Пути, кроме как через крепость в скале, иного просто-напросто нет. Остатки карликов, несомненно, скрашивают одиночество, пытаясь насадить викинга на меч. И не сказать, что это у них плохо получается, к слову. Рагнар все же добивает засранцев и идет дальше, угодив к драугам. По стенам течет отравленная жижа Локи. Дело явно попахивает чем-то хуёвым. Один из оживших мертвецов, явившихся из Хельхейма, демонстрирует, как появляются сарки. Парниша просто ныряет в кровь Локи, а выпрыгивает оттуда уже прокачанным. Трехметровый монстр без латы оружия не представляет большой опасности, однако прыгучесть и мощные удары могут пошатнуть здоровье, если не жизнь героя. Трансформация идет полным ходом. Сам того не подозревая, сын Ярла обнаружил фабрику по производству сил тьмы. Смертоносная жижа сочится по трещинам, отравляя матушку природу, а с каждым новым коридором уродов становится все больше. Кровавые озера порой нужно очень аккуратно миновать, пропрыгав по висящим над ними клеткам с многострадальными гоблачами. Видимо, местное развлечение – издеваться над мелкими. Унижаются похлеще ящериц, скажу я вам. В один момент прикрывающий нас Один неожиданно сквозь крики обращенных подсказывает о присутствии Конрака. Вот-вот Блонди настигнет его и сможет наказать за предательство и смерть близких. Но помехи здесь создает Локи. Более дед не поговорит с нами в его обители. Нужно полагаться только на себя. Ну, как и раньше, в принципе. Сейчас терять есть что, как очевидно. Пройдя сквозь ад и обратно, Рагнар все же понимает, как действовать, и, взвесив силы, идет напролом. Щит разлетается от гномьего оружия, кровь хлещет, смешиваясь с отравленной. Ни один воин из общины бы не справился. Внезапно герой слышит едва уловимый смех, доносящийся из тоннеля. И, будто мозги говорят «до связи», статуи спрашивают позвонить у отважного викинга, проносящегося мимо в зал, где предстоит побороться с уже сарком в полном обмундировании. Более того, хрен подпитывается кровью с пола, туда ступать ни в коем случае нельзя. Жирный воин, да неповоротливый. Кружа вокруг засранца, Рагнар отправляет сарка в преисподнюю на респавн, а сам оказывается в лакушке очкушкера. Бесконечный лабиринт, в котором, сделав неверный шаг, можно отправиться в его самое начало под злобный хохот одного из антагонистов. Где-то просто телепортируясь, где-то попадая в западню с лифтом, протагонист раз за разом бежит в разные стороны в попытках выбраться отсюда. Коридоры меняют физику, словно гравитация сдурела, и крепость перевернулась фундаментом к небу или в сторону горизонта, когда можно просто разбиться, пролетая арки одна за другой. Освободив разум, герой отыскивает выход, а Локи определенно начинает злиться. Он абсолютно безумен, как и его слуги. Канон снова расходится с мифами. Тут Один является отцом Локи, хотя они даже не родственник, но типа ладно.
Угрозы в сторону смертных и асов так и сыпятся из его поганого рта, однако среди этого потока выясняется мотивация злодея, ведь далеко не все изучают чтиво викингов, датируемое 13 веком. Локи с богами был очень близок, они часто прибегали к его помощи. И однажды на пиру, где гости, включая асов, нажрались великанского пивасика, у Локи поперло. Не так. Сначала хитрец всех хвалил, но потом он обвинил богов в трусости, особенно Тора, как тот прятался в туалете от походов на восток. А еще всех женщин Осинии назвал проститутками. И вот обидчивые божества изловили его в облике лосося, когда тот пытался скрыться во фьордах, и лососнул уже он. Приковали к скале, раскроили грудную клетку, повесили змею и так далее. Месть объяснима, пусть в игре подается все несколько по-другому. Тут своя история в конце концов. Так вот, найдя выход из небольшой тюрьмы, где расположились драуги, решив простенькую головоломку с напольными кнопками, Рагнар посещает анал-карнавал с клоунами-пидорасарками, растягивающими очко героя, будь то оно из эластичной резины. Один за одним драуги прыгают в кипящую отравленную кровь, чтобы обратиться в своих величественных собратьев. Становится ребят уж слишком много. Хоть они не все вооружены, количество в данной ситуации решает не в пользу протагониста. Мертвецы для перерождения лезут толпами, и повезет, если голова с плеч слетит быстрее, чем они доберутся до источника. Их голова, конечно. С яростью берсерка отважный воин выкашивает монстров, явившихся из Хельхейма. Накопленная рунная сила и смекалка позволяют обратить часть уродов на свою сторону. Приятная вариативность, доступная на любом этапе. Жизнь заметно упрощается, а до Конрака и вовсе рукой подать. Он поджидает неподалеку, уже подготовил речь. Важный курица грезит убийством того, кто поломал вероломные планы. И длится она до тех пор, пока злодей не узнает Рагнара, сына Ярла. Сожалеет подонок лишь о том, что школьник не утонул вместе со всем мужским населением деревни. Но отдает должное, зашел герой слишком далеко в попытках застопорить армию тьмы. За такой поступок светит смертный приговор, который он и пытается вынести, насмехаясь над нами. Обнажив топор Сигарда, бывшего товарища, начинается мясорубка. Она может продлиться очень недолго, ведь Конрак – враг серьезный. Вдобавок еще и шутки отпускает после возможной смерти протагониста. Взял топор Сигарда, но, видно, забыл прихватить его мастерство. Зашел далеко, но так легко умер. Но все это лирика, да и без топора можно не получить эту отсылку на старые бебратские отношения. Звуки раскалывающихся щитов отдаются эхом по всей крепости. Гул взмахов мечами закладывает уши, но неприятель под натиском железного шторма принимает поражение. Казалось бы. Упырь, пронизанный скверной, падает в кровь Локи, а змея проливает яд в плоть Трикстера, отчего у последнего случается инсульт с обильной дефекацией, полагаю, ибо жидкость меняет цвет. Это, однако, на руку противникам. Если раньше живым людям жижа причиняла боль, то сейчас почти захлебнувшийся Конрак выскакивает на твердую почву, как черт из табакерки. Внешнее сходство стопроцентное. Такому транспереходу антагонист очень даже рад. Человеческое тело его более не удерживает, и он ощущает приближение безграничной власти, став чуть ближе к Локи. Вторая фаза боя, к сожалению или к счастью, тут не стартует. Злодей убегает, запрыгнув на несколько метров ввысь в скальный проход. В его планы входит осада Вотанкельда, где в земле находится последний рунный камень, оберегающий Мидгард от конца света. В деревне, как мы знаем, воинов теперь можно собрать только из фермеров и стариков, оборонять по факту некому. И даже если соберется попочление, то что они смогут предпринять против трехметровых всадников апокалипсиса? И надо что-то скорее думать, дополнительно выстояв против прихвостней Конрака. Обратный путь закрыт. Осознав достижение точки невозвращения и усталости хвататься только за свое личное благополучие, парнишка принимает волевое решение. Еще Один говорил, что отныне все за героем.
Раз в человеческом теле скандинавского подростка с хорошей генетикой не одолеть отряды сарков, Рагнар сам ныряет в озеро крови и становится одним из хельхеймских чертей, пусть и куда более сильным. Локи от этого даже опешил несколько. Тот с гордостью приветствует свое пополнение. Рагнар так хотел спасти мир, что пошел вот на такую жертву, лишившись человечности. И, конечно, Один более не услышит бывшего слугу света, ведь к чудовищам он не прислушивается. По этой причине злодей предлагает играть по его правилам. В таком обличии протагонисту не составит труда в одно рыло добраться до руны и уничтожить ее. Взамен обещает печеньки и место под солнцем. Сейчас стоит привыкнуть к новому телу, массивному и плотному. Оружие особо не меняется, тоже, видимо, мутировало и увеличилось. Рунная сила также прежняя, но сила атак кратно возросла, что здорово. Лечение тоже меняется. Кровь Локи отныне пополняет здоровье, а прыжками можно достичь высоту целого дома. И вот в таком состоянии уже не совсем герой бежит в Вотанкельд, преследуя Конрака. Его уроды вот-вот проломят защищающее поселение стены. Необходимо напрячься и нагнать предателя, чтобы осуществить месть в конце концов. Погодка соответствующая. Равнины тонут в тумане и моросе. Сарки, прикрывающие авангардные отряды, в любом случае знают об Амогусе в их шкуре. Бои разворачиваются везде по пути домой. И у рыбацких хибарок, и на озере, и в долинах у горных перевалов. Тут даже встречаются люди, которые пытаются защищать окрестности. Все черные на одно лицо, в смысле черные сарки. Так что пощады от местных ждать не придется. Я старался их просто избегать, чисто из гуманистических соображений. Пацаны личную собственность оберегают, хоть на концовку это не влияет. Рагнар мимоходом натыкается на другую деревеньку – Храфенборг. От нее осталось только пепелище с разбитым рунным камнем в ее центре. Людей казнят, сжигают, мажат им головы, а Локи, склоняя героя на свою сторону, хвастается тем, как легко все прошло. Так же просто будет покорить Вотанкельд, расположенный совсем неподалеку. Такое терпеть нельзя. Порезав монстров и даже обезопасив 2 человек, обратившийся протагонист натыкается на овраг. Его он мастерски преодолевает по лианам. И на огромной скорости все проходит ровно до тех пор, пока игра не вылетает. Да, здесь есть фатальный баг, как минимум в версии Classic при проигрывании кат-сцены со штурмующими сарками. Его можно решить достаточно легко и не очень очевидно. Просто убавить все звуки на минимум, чтобы была полная тишина. Вероятно, ошибка связана с наложением или отсутствием этих звуков. Но именно так, пробежав по подвесному мосту, Рагнар словно ощущает, как на Вотанкельд совершается нападение. Стена пала. Не видя преград, парнишка прорывается, кромсая врагов с тяжелым обмундированием в пещерах рядом с деревней, что вырыли неприятели, пока не оказывается у камня. Местность очень пострадала от деяния армии тьмы, всюду провалы. Локи последний раз предлагает встать на его сторону, обещая взамен жизнь, но Конрак с отрядом мертвых намерен самолично разломать древний артефакт, положив начало концу света. Протагонист сам ломает камень и доказывает верность злому богу, который... предает Рагнара, как неудивительно. Кто бы мог подумать, правда? Даже игра говорит, что решение было как минимум идиотским, и ничего хорошего ожидать не стоит однозначно. Потому, на самом-то деле, парниша принимает бой, аннигилируя врага за врагом, пока в этой котловине не остается только он и Конрак. В этой форме дядя быстрее и мощнее, вдобавок у него своя ульта есть. В этот раз зло не должно восторжествовать, и поражение терпит генерал армии сарков. Месть, наконец, свершилась. Локи не может ему помочь в этот раз, и злодей лишается головы, а сам хитрожопый черт от отчаяния так громко орет, что пещера начинает рушиться. Грандиозные планы сиюсекундно растворяются на страницах легенд. Свидетелем битвы был неожиданно Один. Пусть внешность уже не та, а по жилам течет отравленная кровь, решают поступки и добрые намерения, чем дед очень доволен. Возможно, даже местных как-то он уберег.
Тем не менее, такой всплеск активности и разрушение почти всех рунных камней пошатнули баланс мира. Рагнарёк все ближе, а людям нужно быть готовыми его встретить. Я испытал тебя, воин, и не нашел слабины. Когда руны расскажут о Рагнаре, сыне Ярла, они будут говорить о первом смертном, взошедшем чертоге Асгарда. Войди в портал, воин, и присоединись ко мне. И значит ли это, что Один не нашел ничего лучше, чем убить своего защитника, который мог на земле руну охранять с деревней, и отправить душу в Вальгаллу? В Мидгарде Рагнар был в обличии Сарка, но в Асгарде уже стал человеком. Как говорится, думайте. А герою же остается пройти по Радужному мосту в чертоге павших небесного города, дабы однажды отправиться на великую битву, где победителей не будет. Конец. Вот так и заканчивается приключение отважного викинга, ставшего жертвой обстоятельств. Из-за своих отомстил и мир уберег. Доподлинно непонятно, почему всемогущий Один так поступил с героем. Понятно, что лучших стоит держать под боком, но объявись еще один такой Конрак, и Мидгард падет куда быстрее. Руна-то всего одна осталась. Продажи проекта за первый год были отнюдь не впечатляющими. После релиза смогли продать чуть меньше 50 тысяч копий, но это только в Америке. Информацию об остальном мире найти не удалось, к сожалению. Издатель достаточно скромный. Хит Gefferino Developers того времени Railroad Tycoon, аж 350 тысяч дисков. Из этого списка, кстати, можно еще парочку культовых выделить, как Serious Sam, Heavy Metal Fuck 2, Nocturne, Tropica или Darkstone. Цифры тоже не огромные, но европейские и СНГшные рынки могут существенно их приумножить. По оценкам игроков вообще все круто. По сей день оценка выше 70 баллов на Metacritic. На выходе GameSpy и вовсе 9 поставил. Пожалуй, 7 наиболее усредненное и объективное значение. Этого не сказать про версию на PS2. Ругали ее за упрощенный графон и долгие загрузки. Некоторые отмечали, что они занимали до четверти от игрового времени. Наверняка значительное преувеличение, но ситуация неловкая. Руна была требовательной тогда на ПК, мощности были необходимы значительные. Говоря про руну Classic, стоит отметить и ее продажи, ведь благодаря современным платформам для покупок старые игры часто обретают вторую жизнь. С 2012 года, как она появилась в Steam, ее приобрели 180 тысяч раз всего. Тоже не рекорд, однако пользователей из США тут всего 17%, почти половина — Европа. Даже если придумать погрешность к первоначальным продажам, можно сделать вывод, что они были не самые плохие. Само собой, после одобрительных похлопываний по плечу и не только, встал вопрос о сиквеле. Когда приключения номинировали на игру года от портала CNET, решение стало очевидным. Но всегда есть какое-нибудь жирное «но». Разрабы стали метить выше и пытались найти другого издателя, более крупного. Искать предстояло долго. Вроде бы что-то наклевывалось почти сразу после старта оригинала. Даже шли переговоры, правда, название компании не разглашалось. Пока шли терки-мутки, благодаря Тиму Гэрритсону вышла одноименная настолка. Это не сказать, что мега-успех, о ней почти нет инфы. Но это была инициатива продюсера. Знаем мы таких любителей. Чисто нишевое увлечение для очень преданных фанатов тематики. А вот в виде компьютерной игры подождать пришлось. Как-то замялась эта тема с продолжением. Благодаря издателю Atari следующей игрой студии вышла Dead Man's Hand, любопытный вестерн, пусть тоже не хватает звезд с неба. Далее венец творения и визитная карточка девелоперов Prey на движке EDTech 4, продвигаемый 2K и созданный под пристальным вниманием Криса Райнхарта. Интересно отметить, еще с середины 90-х над концептом корпел сам Ромеро. После выпуска в продакшн добычи было уже не до продолжения руны. Во-первых, пацанов подхватила беседка, что запомнит их помощь, потому я ее выделил. Отдельных разработчиков привлекли к Brink, так как она тоже на движке id Software. Во-вторых, другие студии последовали их примеру.
Trion Games, контора Йона Ван Каннингема на минуточку, привлекли к Defiance. Хотели ребят получить Amazon и парочка других студий. Приоритет сместился на сиквел Prey. Уж очень от нее люди были в восторге, вполне заслуженно. С 2006 года его история идет, и она примерно такая же, как с Руной. Сначала сотрудник 3D Realms, работавший когда-то с Идами и Gathering Developers, Скотт Миллер, создал отдельное подразделение для продвижения хита — Radar Group, где планировали публиковать и работы независимых пацанов. Слово за слово, концепт за концептом, тяжба за тяжбой, и в 2009 году во рту у кого-то оказался хуй. Права попали в ZeniMax, материнскую компанию Беседки. Санта-Барбара с этими студиями я еба. В общем, Беседка, доверив работу Arcane, превратила Prey в то, во что превратила, забыв про первоисточник. А последней песней Human Head'ов стала Quiet Man, сюжетный битэмап про глухонемого парнишку, который мало кто оценил. Я не играл, потому не буду защищать или говнить проект. Главное, что Square Enix громко обосрались с около артхаусом и загнали ветеранов индустрии в бесушку Зенемушкера. В 2019-м, слепив на коленке многими ожидаемую вторую часть Руны и закинув ее в качестве эксклюзива в EGS, ведь оттуда шло финансирование, студия распустилась и в составе уже нового юрлица Roundhouse Studios влилась в Беседку. В этот момент представить лицо издателя Ragnarok Game LLC просто невозможно. Приведу пример. Приходит мужик-тажик делать ремонт в квартире. Лепит штукатурку криво, плинтусы на отвали ставит, рвет обои и кое-как наклеивает их. И вот он заканчивает работу, оставляет прощальную записку хозяевам и улетает на родину. Хозяева видят этот бардак и хотят задать ему пару вопросов сапогом в лицо. Только вот уже не спросить с него особо. Примерно так выглядел побег голов в Беседку. Кроме шуток, это случилось на следующий день после релиза. Более того, еще и все ассеты прихватили с собой. То есть издатели оставили 1 на 1 с очень плохо оптимизированным творением, что даже в меню тормозит. Это был первый проект Ragnarok Game, ранее занимавшийся финансовыми услугами иного плана, и закончился он судом. До сих пор пытаются заполучить $100 миллионов, даже ZeniMax и Беседку как соучастников подтянули. На данный момент они точно заполучили инструментарий и исходный код для поддержки игры, потому кое-как ее доводили до ума, даже мультиплеер. Какой же она стала? Отныне это RPG в открытом мире с сайд-квестами и тонко тянущейся основной линией через всю игру. Оценки у нее средние, и их немного, фанаты ее не особо отметили. Перевод на русский выполнен наполовину, а мрачный мир превратился в откровенно фэнтезийный. Формула слэшера потеряна, хотя продолжение могло стать не менее легендарным, чем первая часть. Здесь даже герой создается с нуля, без какого-либо бэкграунда. Ее, возможно, когда-нибудь возьму на обзор, но не сейчас. Изначально я даже не знал, что сиквел существует. На этом история Руны и заканчивается в целом. Какой был огонь в глазах разработчиков! Они реализовали собственную задумку, которая пришла им в голову, а решение создать игру приняли в фермерском домике два товарища. Но большим плюсом, как ни странно, стали связи. Только благодаря им издатель не совался на внутреннюю кухню и не бросал косые взгляды на разработчиков, оставив творческую свободу неприкосновенной. Действуя слаженно, парни создали по-настоящему скандинавский сюжет, где нет места всяким соплям, только месть и спасение мира от надвигающейся гибели. Боевка, основанная на навыках игрока, а не его персонажа, лучший способ занять человека, чтобы тот продумывал тактику и подбирал нужное оружие под конкретный случай. Близость с комьюнити, те самые конкурсы с картами, общение с поклонниками, да и просто предоставление в открытый доступ редактора, пожалуй, отличный вариант расположить к себе геймеров, коим грех не воспользоваться. Продолжить творение так и не вышло на должном уровне. История, тем не менее, это уже другая, но очень показательная. И на этом данный обзор все, и видео тоже все.